Всем привет! Начинаем стрим. Давно не было. Пора возвращаться, так сказать, в бой. Все дела. Итак, тот проект, естественно, идет в помойку по причине того, что я задолбался. В общем, вот эти вот все онлайновые вещи проверять туда-сюда. В общем, не нравится мне. Вместо разработки я тупо тестами занимаюсь. Мне это не нравится. В общем, не нравится мне это. Не понравилось. В общем, в период этого отсутствия я к нему возвращался, что-то там делал, что-то добавлял, и в основном тесты, и меня это задолбало. Вообще на все забил болт. И начал делать вот это, решил guess. Подучить, подсмотреть, подиспользовать, в общем. И пошло, и вот оно пришло. Вот что-то делаю, и вот будем сейчас дальше делать. То есть перед стримом сделал такую штуку, это атаку. Ты здесь, ну, пожалуйста. Атаку сделал для того, что зажимаем, атакуем. Клик, атакуем. Только он сбрасывает атаку. Сейчас мы это должны будем пофиксить. Когда он кликает, он сбрасывает атаку. Если это не устраивает. Правильно? Правильно. Давайте это исправим. Да, также тема другая в визуалке. Код стайл другой. В общем, много чего изменилось. Так сказать. Итак, у нас тут, когда он Infinity, он вот такую вот проверку делает, я бы, знаете, что сделал? Я бы вот так вот сделал еще дополнительно. Вот. Если будет. Привет. Привет. О. Это кэтость. Да, я не знаю, кто. Что? Кто это? Что это? Так, можно мне. Угу. Так, то есть все равно, смотри, мразь. Я понимаю, почему это дело делается. Где был? Да и там же. Просто по некоторым причинам не до стримов. Почему не зачиталось? Что это такое? Батура обделили. Так, бейз-атакинг. Дело в том, что он снимается. Бейз-атакинг у нас на фолс становится. Ну, тогда все очень легко и просто. Тогда мы вот эту вот фигню делаем. Бла-бла-бла-бла-бла-бла. Бла-бла-бла. Да, но немножко иначе он получил. Если он active, то он return сделает. Return. Сделает return. Если он уже активен. История. А ты где был, Батур? Как дела? Так. Снова новый проект. Привет, какие планы? Что сейчас разрабатываешь? У меня хорошо, учеба, все дело. Снова новый проект? Ну да. Привет, какие планы, что сейчас разрабатываешь? Планы? Планы грандиозные. Разрабатываю игру. Я понимаю, что тут больше конкретики имеется в виду, но
планы? Какие планы? Планы что-то сделать. Что-то сделать. Что сделать? Разрабатываю игру между Vampire Survival и Diablo. Такого. Хорошо, учеба, все дела. Это хорошо. Когда хорошо, это хорошо. Так, значит, вот нас не сбрасывает он и атакует ровно как нам надо. А это долбит в нас. Прям. Ну, и теперь ему надо это сделать, чтобы он нас так не долбил. Мы также зажали и бьем. Так. Хорошо, это мы все пофиксили. Теперь я хочу... С энеми я, наверное, не хочу. Или я хочу с энеми. Сейчас разбираться. Ну, у энеми все просто. Они просто идут на нас и просто атакуют. Там никаких behavior 3 нафиг не надо. Никаких state 3, ничего им не надо. У них все очень легко и просто. Вижу цель, не вижу препятствий. Да. На тебе. Да, добавлено уже всякие тут. Дэш добавил. Вязал виджету. КД, все дела. Видите, какой молодец. Супер молодец. Так, датасы-то у нас есть. Вспомнить бы, на чем я тут остановился. Что в глобале я делал. Потому что я так по чуть-чуть всего накидал сюда. И много чего оставил, чего сделать надо. Ну, дальше делать. У нас есть сейчас этот... По процессу, вот по процессу, что у нас должно быть? Спаун должен быть, потому что у нас enemy сейчас не спавнится. С спауном сейчас разобраться, но это он должен будет за экраном его спавнить. Просто взять, заспавнить врага и из списка взять. И заспавнить его. Потом... Death врага, level... Получение этих... Experience, чтобы они помирали, и experience давался. Можно добавить. И вообще к главному меню надо переходить, потому что все основные приколы там происходят. То есть у нас какой цикл, процесс вообще как устроен. У нас есть главное меню, мы в главном меню выбираем играть, выбираем класс. Там прокачка есть, то есть дерево талантов этих пассивных, активных. Выбираем, какие у нас таланты для использования, потому что у нас из того пассивного, вот такого, то, что юзается, только атака будет. Ну, я еще не ставил автоатаку, чтобы она сама там юзалась в сторону, то есть не прописывал, но тем не менее он постоянно атакует. Ну, логика есть. Мы зажали кнопку, и она такую. То есть надо будет только разворот делать. Когда мы зажали автоатаку, чтобы он разворачивался в сторону ближайшего врага. И активные скиллы. Вот активные скиллы мы выбираем. Выбираем мы их в главном меню. То есть сейчас я создал уже места под них. Я решил все очень легко и просто. Это пока можно указать их. И записываются они здесь, но потом надо будет их тянуть из Game Instance. То есть у нас в Game Instance залетает нам инфа о... Ну, мы собираем ее, да, что под первый скилл, что под второй скилл. И когда мы стартуем на Begin Play, у нас он назначает для... Ну, в общем, сюда вот все засовывает, когда засовывает его сюда, вот здесь. Ну, то есть он из Game Instance достает. В Ability System этот компонент Give Ability делает и сюда записывает Spec Handle. Все очень легко и просто. Оки-доки. Что бы начать?
Можно все-таки с опыта начать, с обилками пока, ладно. Это главное меню, это сейчас виджеты улетать туда. Я не хочу сейчас пока в виджеты улетать. Может быть завтра. Смотрим. Опыт уже есть, то есть когда у него заканчивается ХП. ХП, когда у него заканчивается, то есть он делает, он enemy death. Привет. Передает. Интересно, почему вы решили вернуться к ГАЗь? Сам скоро хочу начать изучать ее. О, привет. Вернуться, решил освоить ее. Ну, потому что, почему, собственно, нет? Но я все равно, мне она... Да, в общем, она такая... Не могу смириться с некоторыми вещами, они мне все равно коробят. Пользуюсь ими, но я неплохо от них. Но решил просто освоить, как дополнительные знания, что ли, то есть все. Однако, здрасте. Однако, здрасте. Опять новый проект. Не опять основа. Да. Ну, а сколько? 2 месяца прошло? Или сколько уже? Когда последний раз стрим запускал? В январе где-то. Я повозвращался к тому проекту, то есть я там дальше ковырял его вне стрима. Но я заметил, что я больше тестами занимаюсь, и меня начало это раздражать. То, что я-то делал, и чтобы она и в сети работала, и в соло работала, и когда P2P, peer-to-peer, как бы. И... Старый уже испортился за это время. Да нет, там все нормально. Я же говорю, мне просто стало неприятно, что я пишу какую-то условную строчку кода и понеслась. Заходишь в соло, начинаешь тестить, смотреть, работает, нет. Потом заходишь, когда человек является сервером, начинаешь тестить, все ли работает. Потом заходишь, когда сервер удаленный, начинаешь тестить, все ли работает. И ты вот в основном в тестах сидишь. Меня это прям... Здесь я тоже делаю как бы онлайновый, но я так его делаю, так на отвали. Вот я вспоминаю, что какую-то вещь, вот, допустим, я перед стримом сделал вот эту вот фигню с... сейчас дам больно. С атакой. Где я сделал? Вот, с атакой я сделал. То, что атака была и сервер, и все работало. Немножко переделал, и все. И... Нормально. Но я не тестил на сервере, я манал. Это потом когда-нибудь. То есть в теории оно должно работать на сервере, но так. Пока делаем в основном под соло. Но целимся туда. То есть ставим всякие там релиабли, ставим там notify всякие на поля, которые нужно, чтобы реплицировались. Вот эту вот фигню мы делаем. Но не тестим. Работает или нет, мы не тестим. Это все потом. Я манал. Так. Давайте сделаем по этому, по чем мы сделаем? Вот этому, чтобы нам опыт возвращался, и все равно к виджетам возвращаемся там. Но этому уже виджет создал. Виджет уже создал на эти карточки. Какая будет смысл какой у нас? То есть мы выбираем уровень какой, мы идем туда. И самое интересное, что мы получаем, убивая enemy, мы получаем опыт. И самое интересное, что когда мы получим уровень, нам предложится выбор из 3. Как неожиданно, да? Как Vampire Survival. Но там будет не наше улучшение, а улучшение противника. То есть мы выбираем, какие бонусы получат противники. И тем самым мы их усиливаем. Такая вот история будет. И я думаю, раз в 5 левелов, наверное, мы себе получим бонус какой-нибудь. То есть на себя бонус какой-нибудь. Плюшку, что-нибудь. Что-то типа такого. В общем, как-то поиграемся с этим. То есть либо 1-1, то есть себя усилили, противника усилили, себя усилили, противника усилили. Там, допустим, отняли, добавили, убавили, что-то такое. Но с этим будем тестить, смотреть. Так, он на Мидес у нас идет, и он передает свою вот эту вот штуку. Блин, получение вот этого полей
через методы это просто... Это гессовская эта история. Это кайф. Так. Оки-доки. Мы передали. То есть все, что нам нужно теперь, это чтобы мы подвязались под эту всю историю. А этой всей историей на самом деле у нас занимается, как ни странно, геймод. У него есть компонента. Enemy Manager Component. Вот он, красавчик. Вот он, красавчик. Он как раз-таки занимается и спавном, и он занимается... Да, кстати, спавном уже прописал. Ну так. Важная марка. И в момент спавна, в момент этого спавна, он подписывается на делегат. Он enemy dead. Вот он уже подписывается. Он enemy dead. Угу. Мы уже это все сделали. Так, с опытом. Геймплей я себе тут уже понаставлял. Здесь систем компонент. Угу. Угу. Так. Решение для себя и для врагов. Вопрос в том, ну или можно сделать выбор улучшений какой-то более кастомный, где вместе улучшения и для себя, и для врагов. Вопрос в том, как это балансить. Это да, интересно. Тогда еще лучше, ну это в моей голове лучше, на деле неизвестно, лучше это или нет. Первый, допустим, уровень ты улучшаешь только врага, второй уровень ты улучшаешь и врага, и себя, третий уровень ты улучшаешь себя, четвертый, ну, круг как бы замкнулся, понеслась заново. По поводу балансить, ну, допустим, ну, одинаково дать, то есть там 5% скорости атаки. Базовой атаки, скорости атаки 5%. То есть и враг, и ты получаешь все. Или снижение скорости передвижения дается. Ты и себе даешь скорости передвижения минус, и врагу. Ну, либо снижение скорости атаки, либо увеличение скорости атаки. То есть ты либо дебаф даешь врагу и себе, либо баф даешь врагу и себе. Это интересная, кстати, история. И так вот чередуются каждые 3 уровня, то есть врага забафал, или себя задебафал. Вот. Потом одинаково, то есть ты и себе, и врагу это даешь, и третье это ты либо себя бафаешь, либо врага дебафаешь. И вот так вот понеслась. Вот это интересно, да, то, что и себя, и врага. Ну, все тестить, да, и балансить. Тестить и балансить. Но все равно есть ограничители какие-то, потому что ты же не можешь дать... Да и смысла в этом не будет. У тебя скорость атаки быстрее скорости кадров не будет, то есть у тебя в один кадр 2 атаки не произойдет. Как бы... Скорость передвижения тоже ограничивать. Там 100%, допустим, давать только. Ограничители какие-то, да, надо вводить, и тогда... В общем, да, это интересно, надо будет смотреть, думать. Так, и вот у нас появляется он enemy death, вызывается. Вызывается. Да, она же вызывается. А ну, давайте я тут готовим вот такую штуку. Ну, тут просто главное не потерять интерес игрока. Все же играет роль спайки силы. А если все будет идти слишком равно, это скучно будет. Не, ну враги-то сами по себе тоже апаются. То есть враги-то становятся мощнее. То есть другие враги появляются. Условно, вот если взять первого скелет, у него 10 хп. Ну и все эти бонусы, допустим, на увеличение хп, они-то даются от этих 10. А потом спавнится скелет какой-нибудь 100 хп, у которого и уже совсем другая история. И его бонусы туда, и больше хп, то есть... Так, в общем, у нас 10 хп, и нифига он не сдох. Почему он не сдох?
Почему он не помер? Так. Он enemy death. Вызов пошел. А, потому что он его не отспавнил. Ну, логично. Логично. Так тут будто бы спайки силой врагов больше, а не игрока. Ну ладно, будем посмотреть дальше. Не, ну, само собой. То есть, но, подожди. У игрока есть еще прокачка. И дальше лут я еще добавлю. Но это потом уже, это прям... Пока я в инвентаре лут пока не лезу, пока не будет готова вот обычная вот эта вот вся система. Туда мы не лезем пока. У него-то будет еще лут. И у него будет прокачка. То есть он получает за убийство, допустим, босса. Он получает... я не знаю, что-то получает. И за это что-то он прокачку делает. То есть какой-то скилл новый выучил, или улучшил этот скилл, или там себе силу прокачал, или ловкость, или еще какую-нибудь залупу себе прокачал. То есть у него есть глобальная прокачка. Помимо вот этой локальной, которая улучшение дает, есть еще глобальная. Соответственно, ты зашел первый раз, ты убил там первого какого-нибудь слабого босса, а дальше тебя мобы вздрючили. Ты пошел, прокачался, ты вернулся, и эти мобы уже не так тебя дрючат. И тем самым у тебя есть прогрессия. Ну, а дальше лут, если когда добавится лут, то там еще будет интереснее. То есть ты убиваешь мобов, тебе выпадает офигенный меч, и ты становишься больше бить. И так далее, и так далее. То есть есть глобальная и локальная вот эта вот вещь, которая влияет. Соответственно, вот эти дебафы, допустим, ты можешь сильно раскачать свою скорость атаки. Прям пипец. И какие-нибудь там минус 5% тебе вообще никак не влияют на тебя. А вот минус 5% врагу, допустим, дать скорости атаки, это круто. И поэтому ты этот бонус берешь себе. Ну, который ты этот двойной. Короче, в общем, там столько всего можно накуролесить, просто забей. Так, он не дает его, потому что он его не спавнит. Давайте сделаем, наверное, спаун, чтобы он один раз хотя бы его отспавнивал, то есть этого врага. Или для теста не было. Или надо писать какую-нибудь логику, чтобы спаун был. Да? Спаун enemy у нас есть, он enemy класс передает. Ага. А он у меня случайно не... Можно его uFunction сделать? Можно его uFunction засандалить. Сделать blueprint callable и туда передать то, что нам надо, в принципе. То, что нам надо. И вызов сделать его. Только локацию. Подожди, а локацию он... Там, я прописал, что локацию, понимаете? Куда спавнить? Spawn location. Что такое spawn location? А, spawn location тут нету, да? Уже есть. Вот, find location for spawn and more verification. Молодец, уже оставил себе туду. Да, spawn location надо сейчас будет найти. Ну, хорошо, давайте сделаем вначале. Ой, а я в этом, в процессе. Представляете, осуждаю. Делать не надо. Сарис, а у тебя как дела? Что там у тебя? Что разрабатываешь? Так. Он enemy death. Так, uFunction. Переносим по нашему новому код-стайлу. Сюда его. uFunction. Коллабля. Можно еще, конечно, ему дать сюда дополнительный какой-нибудь F-вектор. F-вектор локатион. У меня вопрос, правда, он как
Он как, он нормально воспримет его? Локейшн, бла-бла-бла. Так, не, он его не воспримет. Ему не нравится то, что дефолт... Или ему так не нравится. F-вектор. Zero вектор. Вот так вот сделаем. Да, я в работе последнее время слишком. Проект дальше свой диаблоид пилю, благо Левел Дисни стоит на месте. Пилит уровень дальше. Но вот понемногу возвращаюсь. Под Димку думаю, что надо. Хорош. Левел Disney стоит на... У тебя там свой левел дизайнер? Что ты себе завел левел дизайнера? Это мощь. А привет. Где пропадал? О, привет. Ты так. О, ну, поехали, да. Уже надолго. Как там говорится, неприятные неприятности, которые вроде порешались. Вот так. Вот так. Так. Да, я давно со знакомым договорился. Решил, что могу себе позволить выделить небольшой бюджет, ибо самому этим еще заниматься это слишком. Нифига себе, еще и оплачиваемый, нифига себе. Нифига себе. Мощь. Ну да, левел дизайн это прям... Это хорошо, беда. что порешались. Да, ну как, вроде как порешались. Да. Здорово, усатый. Здорово. Здорово. По поводу левел дизайна, все, забыл, что хотел сказать. Хотел спросить. Ну, в общем, свой левел дизайнер это прям мощь, это прям... что по поводу левел дизайна, что вот тут все очень легко и просто, тут как бы 2 елочки ткнул, поставил как заборчик. Какие и все. планы на стрим? Новый проект. Да, новый проект. Как бы 2 елочки ткнул какие-нибудь, заборчиком обнес, тропиночку поставил, все. Вы готовы. Почему мне такое ощущение, что он как-то... Нормально. А такое ощущение, что там кадры как-то пропадают. Ну ладно, дело такое. На тебя. Ну это понятно. Давай с спавном разберемся. Наш гейммод. А тут выживать от третьего лица все, канул в небытие. Ну да. Если хочется по красоте, то надо будет чуть разнообразить. Ты, кстати, Мегабонд не играл? Играл. А тот выживать от третьего лица все кинул. Ну, я к нему, когда вот этот период был, когда я не стримил, я к нему возвращался, я там делал, но, как уже говорил, я устал тестить. Меня просто задолбало. Я же хотел, чтобы он и соло, и не соло был. И я заметил, что я прописываю какую-нибудь строчку, что-нибудь, код какой-нибудь, и начинается. Заходишь в соло тестишь, заходишь, когда человек сервер, потом заходишь, когда сервер удаленный, все это тестишь, а если ошибка, начинаешь что-то... Короче, ты в тестах бесконечных. Я просто устал от этого. Я такой, ну нафиг. Просто в соло делать, это сильно большой такой проект для соло, он не очень подходит. Он должен в сети быть такой. А в этом это долго, и мне тупо надоело тестить, с этим морочиться. Это тоже и под сервер, но тут я так серверные вещи буду на отвали делать, чтобы потом просто легче было его сервер научить. Короче, онлайн составляющая, это будет DLC, все.
А если хочется вот так еще раз по красоте, то разнообразить. Не, ну понятно, не 2 елочки, а 3 елочки ткнуть. А чё по Мегабонгу? Мегабонг играл, но он какой-то, блин, он какой-то такой. Да, сетевое взаимодействие такое, поправил для соло игры, сломал сетевое или наоборот. Во-во-во-во-во, да, именно вот это вот меня напрягает. Потому что для одного это как-то сильно, ну, то есть ты сидишь, что-то, ну, вот эти вот все фишки, ты делаешь, у тебя проект тупо на месте стоит. То есть ты их правишь, что времени убиваешь, оно-то работает потом, все это круто, но проект на месте стоит, и это как-то угнетает очень сильно, то есть нет движения. Вот. Так, а можно мне геймод? Ладно, нельзя мне геймод, походу, так. Вот так, значит, его откроем. Он прям... А я его не вызову, да, просто так. Привет. Привет. Spawn Enemy я его просто так не вызову, он же у нас в Protected. Я к тому, что в Мегабонке как раз был момент, который его сделал особенным на фоне других вампиров, что добавилась вертикальность. Хотя, казалось бы, чего такого, но народ прям зашло. Это да, Что за игра? само собой. Что за игра? Да я просто вспомнил лутер-шутер Diabloid. Как сейчас? Vampire Survival Diabloid. VSD. VSD. О, новый. Этот. Сколько ты в СУЭ-5? О, 2 с плюсиком. В зависимости от того, Unreal это или плюсы. Два с плюсиком. Ну, в Unreal 2 с плюсиком, а в плюсах 2. Ну, там чуть меньше, правда. Но... Чуть меньше это из разряда полмесяца. Так. Или я в мае начал. Ну, неважно. Короче, 2-2,5. Так, Spawn Enemy. Vampire Action Survival Diabloid Last. Vampire Action Survival Diablo. Да. Вас. Вообще хороший. Мне нравится. Так, давай на геймплей. Сейчас дам больно. Is not blueprint visible. В смысле is not blueprint visible? Где мой геймплей? Геймо точнее. Чего? Чё он хочет? Это он хочет? А я тут пока в игре Design чуть повяз. Она релизнулась, и теперь сижу, делаю в ней алгоритмы для большого проекта автобаза, чтобы сама развивалась. Класс, я тоже раньше писал на плюсах. Писал на SFML, Баостасе. Чисто программы по теме физики. Сейчас ушел в Data Science, пишу на Python. Вот это мощь. Но тут справедливости ради чистые плюсы и плюсы в контексте Unreal это немножко другое. Поэтому, конечно, у тебя мощь, у меня не такая мощь. Ты познал чистые плюсы. А вот у меня тут... Это не то, это детский сад. Я просто попробовал, что-то я хотел сделать. Что-то сейчас... Как это называется?
Ну, когда эти файлы меньше начинают весить как-то... Ну, блин, это что за бред забыть слова? Ты какой суп юзаешь? Ой, а можно расшифровку? О чем идет речь? В общем, короче, прогу решил написать на чистых плюсах. Думаю, надо начать. И ты открываешь такой, блин, а с чего начать? Ну, то есть тебе надо какие-то классы вводить. Как... SQL-систему про баз данных. Слушай, стало понятнее, о чем ты, но не стало понятнее, как тебе ответить. Что там Unreal юзает? Кто знает. Тяжелый вопрос. В игре ты используешь SQL для хранения данных. Я фиг его знает, что он там использует Unreal. Для хранения. Без понятия, что он там использует. А ты на основе Unreal. Да. Ну, в общем, вот это на чистом начинается. Что надо создать, как ты думаешь, продумываешь это все, и уже все прошло, все уже. Ничего не хочу делать. Вот когда создавал всю историю. Так. VP скелетон. Хорошо. В нулевых локациях пусть спавнится. Этого мы пока удалим. Товарища. Я же говорю, чистые Unreal и чистые вот это вот, когда ты делаешь на плюсах просто все, или там другие какие-нибудь более мелкие библиотеки используешь, это совсем другое, потому что у Unreal много чего есть. Хотя бы тот же сборщик мусора, ты о памяти не думаешь. Понял. Я просто думал отдельно писать для него SQL-запросы для хранения данных каких-нибудь. Не. Ну, он как, смотря как ты данные хранишь, но, допустим, в этом он там в JSON, по-моему, хранит данные, если там data table какой-нибудь создаешь. А сам SQL знаешь? Не. Он там в JSON хранит эти дата тейблы. Точнее, он может их хранить в JSON, и он их воспринимает. А все остальное в душе не грибу. У них там свои форматы. Что-то там. UAS. Или как так они Не называются. ломается. Не ломается вроде. Так, спаун работает. Спаун не работает. Почему? Потому что у нас кто-то 0 поинтер. У нас вот этот покемон 0 поинтер, правильно? У нас вот этот покемон 0 поинтер. Этот, скорее всего, создался. Ага, стул чисто для того, чтобы разобраться с ним или по фану. Просто его же плюсы главный предикшн для сети и удобная система ручной активации способностей, и то спорно. А тут же без активных. Не? Не, я с активными буду, а активные способности будут. А-та-та. В том-то и прикол, что есть активные способности. А по поводу GES, основная, ну как, я начал чисто изучить, начал что-то делать, оно собралось, оно что-то получилось, и я продолжил. Плюс онлайновая часть, я же говорю, она в DLC будет, если вообще что-то будет. Показывать практика, оно только один дожил до чего-то меняемого, это FPS, все остальные как-то помойку. Ну, потому что по разным причинам. Ну, газ, я... Не больно его использовать, но... Как там, мышки плакали, кололись, но продолжили жрать кактусы. Это примерно вот так вот. За многое хватаюсь за голову. Особенно, когда по гайдам я узрел, как там гайдеры делают, отслеживают, как статы поменялись. Я просто с ума сошел. Я сразу понял, что это шляпа. Сделал по-человечески. Вот. Потому что там они через FL сделают. Там такое, я просто... Вот, я на умников посмотрел, которые мне там рассказывают про ГЭС, все дела, как они делают статы. Если я такое увидел, я бы их так бы оборал. Так. Handle gameplay event. У нас, значит, датас там пустой. О, с возвращением. Приветствую.
Дейс, как дела? Так, значит, хорошо, мы отловили 0 поинтер, это здорово. Теперь я бы хотел понять, кто именно из тебя 0 поинтер. Ну, судя по тому, что и сюда залетел, это 0 поинтер, это Data Asset. Давай, ты во мне, да? Не надо во мне, пожалуйста. Data Asset. Давай еще разочек. С возвращением. Вот это вот, конечно, задержка. А что ты так медленно читаешь? Точнее, так интересно. 45. Так, хорошо. Ability Component. Ability Component есть, этот у нас 0 поинтер. Почему 0 поинтер? А кто тебя вызвал, товарищ? Так. Это понятно. Begin Play. Где характер тест? Тестовый мы передаем. Это ж мы должны оттуда его передавать. Поняли, да? Это ж тестовый, я здесь его вызываю. Инициализация должна вызываться оттуда. И там он должен ее передавать. То есть вот этот товарищ при спавне, то есть вот он его отспавнил, бла-бла-бла, и вот здесь вот он. Init enemy attributes from data asset. Вот они. Вот здесь вот инициализация должна вызываться. Пойдем ее туда вызывать. Берем enemy характера нашего. Init. Как дела, Дейс? Что ты там, как у тебя? Init характер, да? Init характер. И мы передаем туда нашего товарища DataAsset, которого у нас нету. Поэтому мы его введем сюда. Мы его выведем отсюда и введем его туда. А вот это вот делать так не надо. На 90, да, надо поднять. Снизу считает. Хорошо, это закроем. Характер тест. Мы отсюда его уберем. И пока перенесем сюда. Бла-бла-бла. Отступник возвращается из секты унитологов в нереальный храм. Это хорошо. Как-то блудный сын, все дела, вернулся. Что там, как проект закончился, или... Ну, все хорошо, или все плохо, или как, что там, новости есть? Интересно, все интересно, у всех все интересно, кто чем занимается. Так, ёпт. Характер тест. И мы его сюда передадим. Вот, хорошо. Я думаю, хорошо. Enemy характер. Не тот enemy характер. Вот это мы уберем отсюда. Все, это не надо. По поводу GES, блин, я не могу. Вот мне что-то хочется поделиться, как я решил эту проблему. Вот есть вот это вот пост и pre-gameplay эффект execute. Это, короче, для тех, кто не в теме, это когда стат меняется условно. Будем так говорить. Значит, не условно, тут напрямую. Но, в общем, есть до изменения, это pre, когда он изменения вступит в силу, и пост, когда уже вступили в силу изменения стата. И как бы... Но мы не знаем, какой стат изменился. То есть вот тут ноль информации, какой стат изменился. И гайдеры, что предлагают гайдеры? Они предлагают, причем не один гайдер, это несколько гайдеров, и ГПТ это предлагает, и все это предлагают, и Гемина это предлагает. Это предлагается вот такая вот штука, что ты достаешь из этой даты, дата. Вот этот спек, и ты его сравниваешь, что-то типа как get, допустим, health current. Что-то как-то там, короче, он получается. Data find атрибут. Или через атрибут. Get current health current at Меня пытали отсутствием СССР.
хлестали карутинами, заставляя с каждым днем делать все больше и больше говнокода и кривых моделек. Ой, кайф вообще. Кайф. Вот такая вот вещь там есть. То есть ты берешь, спрашиваешь из даты, достаешь evaluate data, точка атрибута. И спрашиваешь, он равен, и делаешь что-то. Потом else, if. If опять вот эта вот фигня. И, допустим, get stamina, допустим, current. Stamina current. Ага. У него нет в мастере здесь стамину, пусть будет get health. Health max атрибут, да, вот такую вот фишку делаешь. И вот этот if else, тупо лесенку делаешь. Я когда это увидел, я офигел. А тут этой вот фигни я прям вообще выпал. Я прям был в шоке от того, что там люди предлагают, вот эту вот фигню, я прям пуф. В общем, я как посмотрел то, что вот здесь вот происходит, он же тут залетает, эти макросы, это property getter, вот это, по-моему, да? То есть он здесь делает find, находит, его возвращает, и это он постоянно будет делать. И вот по вот этой вот цепочке идти, а там же их, сколько статов может быть в диаблоиде, их сотня может быть, и вот эта вот сотня, это просто ужас какой-то. И как бы все было очень легко и просто решено созданием обычного тимапа, где ключом... Где этот тимап у меня тут? Вот же он, тимап, атрибут handlers. Где ключом это вот этот вот атрибут является, а этот это хендлер. А хендлер это function обычный. И мы просто-напросто создаем на инициализации наш метод, который будет использоваться, и суем его под этим атрибутом, который мы достаем. Все, и здесь спокойненько берем, через find нашли и вызвали метод. Все. Но это слишком сложно, If else это уровень. Это уровень тех, кто использует GES. Будем троллить. Это истинных ценителей GES. Это вот if else, вот эта вот фигня. Так, ладно, все. Там, правда, можно еще на делегат, по-моему, привязаться. Там есть делегат, но этот делегат, он, по-моему, касается только когда на сервере. То есть сервер пришлет информацию. Он репот этот. Это не точно. В общем. Все, высказался. Хорошо, мы сюда его перенесли, инициализацию мы засунули. Правильно? Правильно. Это мы оставим. Это мы уберем. Атрибуты у нас там в инициализации. Я смотрю, кто-то ГАС выключил. Да, есть такое чуть-чуть. Чуть-чуть. Как говорится, дело было вечером, делать было нечего. Привет. Так. Что я делал? Инициализация. Да, вот тут вот. Все он инициализирует. Из этого достает. Все хорошо. Угу. Оки-доки. Давайте теперь смотреть, как там спаун проходит. Хорошо или не очень. А установка значений через геймплей эффект. Установка значений? Что значит установка значений? Каких установка значений? Базовых значений? Базовых значений через DTAS, через вот эти сеттеры. Которые... Так, 0 поинтер. Сейчас дам по яйцам больно. Я же не указал его. Гений. Так. Ах ты мразь. Я твою душу любил. Гемот, edit.
Пусть будет аниме. По стандартному катфлоу даже базовые через геймплей эффекты не нужно. Код флоу даже базовый через геймплей эффект. Зачем мне через геймплей эффект это делать? Еще предлагаешь геймплей эффект на каждый сад? Я пока просто не очень догоняю, о чем речь. Ну, я понял, что о статах, что вот есть... сейчас дам больно, сейчас дам больно, сейчас дам больно. Вот эти вот статы, вот. Вот эти вот. В атрибуты ты имеешь в виду их установить. Ты предлагаешь мне сделать их через... сейчас я покажу. Не на каждый. Создаешь один геймплей эффект, который устанавливает все сразу. Базовые. Ты просто предлагаешь мне по факту обернуть вот это вот в класс. Где у нас? Вот такую вот фигню создать. Ты предлагаешь и вызвать ее на Begin Play. Ну, и дальше она там уже свои приколы делает. Что это такое вообще? Куда он? Ну, то есть инстант. Стандартный поток инициализации. А что не так с обычным значением? Если это и так будет работать. Просто лишний класс сюда засовываешь. Просто вот эту вот фигню оборачиваешь в лишний класс. Который будет создаваться и удаляться потом. Причем он будет создаваться и удаляться у тебя при каждом спавне. А у меня врагов-то много. То есть просто утяжеляешь спавн. Просто я не очень понимаю, что мне это даст. Ну, что изменится. Ну, вот эта вот история из разряда «так принято» не канает. Вот история из разряда «он там делает какую-то вещь, которая что-то там нужна, и потом это повлияет на вот это вот, или не произойдет инициализация вот это вот, и сломается вот то-то, вот это вот канает». А история просто «так принято», так в этом написано. Ну, на заборе тоже много чего написано. Некоторые магическими значениями проходят. Если в середине кто-то зайдет. Ну, тут в середине никто не зайдет. На не пизди, не умничай. Не просто так пишу. Хорошо, не буду. Так, некоторые магические значения проходят все пути, если в середине... Ну, то есть это чистая история... Так, подожди. Ну, в середине зайдет в матч. В середине кто-то зайдет в матч. А какая разница у тебя... Подожди. У тебя вот есть... Это буквально тогда ты говоришь о том, что вообще нельзя этим пользоваться, потому что если кто-то зайдет, то это ничего не изменится. Ну, точнее, ничего не сработает. Я не очень понял. Ну, во-первых, у меня в концепте даже отсутствует, потому что в начале матча кто-то, ну, все заходят сразу, то есть одновременно. То есть у меня отсутствует вообще, в принципе, что кто-то посередине матча зайдет. То есть либо все заходят, либо все, при подключении, ну, то есть если кто-то вылетел, все, до свидания, тут никакой каких-то положек. Это не то, чтобы тут прям большие катки, что надо переподключаться и прочее. Я просто сейчас пытаюсь понять, каким образом это повлияет. То есть я сделал, допустим, вот set Health Max. Установил его на 100. Вот с помощью вот этого.
Или нет, подожди. Ну, теперь мне интересно разобраться, что там происходит. То есть вот я установил set Health Max, допустим, вот таким вот своим, да, вот этим просто взял, установил. Что он теперь будет делать? Он установил персонажу 100 хп. Коннектится второй игрок после этого всего. Но он же обращается к серверу. Я что на сервере это все установил. Ну, тут сейчас не на сервере, тут я за этим не слежу особо. Это потом с этим разберемся. Но он-то на сервере это все будет устанавливать. Вот эта вся история, она на серваке происходит. И он на сервере установил эти параметры. В смысле она не отобразится, если он, когда человек заходит, он обращается, ну, то есть ему-то, он тянет инфу с сервера, а на сервере уже установлена инфа, что вот этот максимум хп у него 100. Все, он потянулся. Таким образом, она ему не отобразится. Я не очень догоняю. Да, можно, конечно, залезть сейчас в ГПТ, условно. Хотя он такой товарищ. ГПТ, Геминай, наверное. И спросите как раз таки по этому поводу. Ability систем компонент выполняется и локально, и на сервере. Чтобы прошла стандартная инициализация, нужно делать через Gameplay Effect. Спросил и. Теперь стандартная инициализация нужно делать через Gameplay Effect. А как мне спросить? Стандартная инициализация? Ну давай. Yes. Потому что, ну, это интересно понять, что там происходит, почему. Это отвлекать, сейчас будем этим заниматься. Я этот спаун делал, это ты меня к стокам. Так, guess... как бы так спросить, интересно. Как там базовая или что? Как там? Прошла стандартная инициализация. Я с этим столкнулся, и для меня тоже было странно, но и сказал, что стандарты индустрии такой подход, и в студиях его юзают. Поэтому тебе и написал, чтобы было меньше проблем дальше. Да, спасибо за... Да, спасибо. Но я же говорю, разобраться надо. Ты тоже меня пойми, как бы тут же приходят разные люди, и иногда одни говорят что-то полезное, а потом говорят что-то неполезное, и как бы, ну, это я к тому, как я реагирую, что, мол, на то, когда мне кто-то что-то говорит, что вот надо вот так вот. И меня прям триггерит, когда говорят, что вот так принято. Так, обходит система модификаторов. Так, почему нежелательно делать так? Ага. Обходит система модификаторов GS. Ага. GS это на формуле Final Attribute. Если ты вызываешь приоритет напрямую, ты меняешь base value напрямую. И обходишь gameplay effect, static, stacking, modifiers и calculation. Делегаты могут не сработать корректно, и другие системы обычно слушают. При get gameplay attribute change delegate. Время сет возможные проблемы. Неправильно old value не вызывается у некоторых calculation callback. Репликация. Хорошо, делегаты не сработают. Хорошо, принимается. Gameplay эффект. Если ты меняешь атрибут напрямую, GS может не просчитать prediction состояние. Правильно синхронизировать состояние. Prediction. GS многие вещи связаны на prediction key. Direct delegate. Сет ломает это правильный способ геймплей эффект. Создаешь init геймплей эффект, например. Material set. Operation override. Apply gameplay effect to self. Get the default object gameplay effect. Init. Бла-бла-бла.
делать в продакшн. Data asset, health gameplay effect. Gameplay effect. Color health. Пример. Make gameplay. Speak to self. Like gameplay effect. Speak to self. Speak data. Например, это, наверное, только при атрибут change. Post gameplay effect execute атрибут clamp. Например. Так, подожди. Например... Я, во-первых, нифига не понял, как guess через этот атрибут его шлепнуть. Всю эту пачку. И как дальше мне ее расширять. Балбес. Сейчас разберемся. Сейчас я покажу, как. Я вспомнил. Там же мы можем указать ему, на какую он вот этот вот фигню, на какую он триггерится. Add и атрибут. Кстати, подожди. У меня стамина реген слетел. Мастер характер. Стамина курент. Стамина курент. Вот этот add. То есть мы через вот эту вот фигню, получается, добавляем. То есть вот сюда вот просто полетел. Add и по количеству он триггерится на атрибут магнитуд, по-моему. Там ты можешь сразу кучу атрибутов установить. И ставь там не tolerate. Ну, сейчас мы создадим его, во-первых, потому что я ж не буду это отправить. Только для базовых. Ну, понятно, что... Ёпта, я play нажал. Подожди, а почему он 0 поинтеры выдавал? Я ж не указал эти. Сейчас я этот потыщу, он вообще бегает у меня просто... Но он не выдал ошибки, это уже хорошо. Но он не бегает, потому что там контроллер не инициализирую. Есть там приколы такие у этого. Так. Хорошо, возвращаемся к этому. А зачем я так? Я же по своей этому создаю в этом класс. Сейчас от Gameplay Ability создадим класс. Я знаю, что можно здесь. Не люблю я здесь. Надо этот делать. Не хочу. Не так проще. Так, CP класс. Gameplay. Gameplay. Gameplay эффект. Next. Вот здесь паблик. Опа. А куда я геймплей эффекты совал? Подожди. Никуда я их не совал. Они же просто наследуются от этого. Подожди, зачем я плюсовый класс создаю? И никто не останавливает меня. Effects. Base. Base сделаем. Base. Стат. Ну, хорошо, допустим. Есть. И что мне с ним делать? Там ты можешь сразу кучу атрибутов установить и ставь там мне override. Так, ну instant. Хорошо. Так, стой, play this effect. Target actor. По-моему, вот этот. Нет. Это таги дать. Modifiers нас интересует. Не add, а override. И речь идет об вот этом, вот, правильно? То есть мы здесь делаем. Вот. Нас интересует health max.
Блин, а ему и Hell's Current надо, правильно, давайте здесь. Я ж ничего в плюсах не прописываю, то есть это буквально вот эти вот все. Hell's Max, Hell's Regen, и понеслась. На вот эти вот оверрайды. Вот мне не нравится, что это вот все похерится и все заново. В плюсах я написал все, но там есть все. А это ненадежная история. Так. Вайкон, Blueprint, the spec. Так, а вот тут бы мне этот сюда и не залазил. Reboot based, это нет. Scalable flow нет, set by color. Data name, но здесь ничего не дает. Наша дата. Дата так, а что это даст? Я просто помню, что там можно достать параметр, вот этот, когда геймплей эффект делаешь, и назначить его. Но мне это перед вызовом делать постоянно пачкой. Блин, какая-то это просто жесть. Это просто, ну, это просто жесть. С точки зрения нагрузки, это просто ужасная вещь. Так, ну ладно, допустим. Допустим. Set by color. Угу. О, какая-то жесть. Серьезно? То есть он мне предлагает все через... Я понял, как это делается. То есть у нас есть вот эта вот фигня, стат, мы сюда прописываем. У нас здесь будет health. Сейчас нет, но будет. И потом, перед самим вызовом, то есть в данном случае, где у нас тут enemy спавнится, вот здесь, мы этот список заполняем. Ужас. Ну, не в... Это в самом enemy заполняем. Попрошу вот здесь при инициализации. Вот здесь. Чтобы он взял его и вызвал. Этот атрибут, он сразу будет, точнее геймплей этот эффект. И он заполнил его там, то есть... Но это мощно, это спавн, конечно, дороже делает, прям мощно. Хорошо, хорошо, я понял, принял. Просто больше не имею. Тут единственное, что сейчас мы затрахаемся прописывать вот эти таги. Прописывать их тут будет просто жесть. Не могу писать, но не по колеру, а по магнитуде, которую ты указал в блюпринтах Gameplay Effect. Там ничего после создания менять не нужно, кроме атрибутов, которые нужно изменить. Ну тебе же их надо достать. Еще не могу писать. По магнитуде. ГПТ мне сказал по колеру. Atribute set. Подожди, set by custom calculation, attribute based и scalable float. Scalable float, что ли? И доставать ее оттуда.
А, если взять. А, почему не колер? Float. Ну да, Scalable Да. Float. А почему не колер? Он просто возьмет значение из блюпринта. С какого блюпринта? А вот здесь, что ли, мне указать его? Ты вот это вот имеешь в виду, что вот тут вот указать вместо датассета? Колер будет тот, на котором применил. Сейчас я просто понять, что ты имеешь в виду. Вот здесь просто указать значение из разряда там 100 какие-то Да. и все. Ну, тогда нафига тебе датаассет, в котором у тебя как бы статы прописаны для каждого. То есть геймплей-эффект заменяет у тебя датаассет. По факту тогда. Там просто напиши значение, которое нужно установить. Не, подожди, как я не догоняю, как мне вот это вот это вот. У меня есть датассет. У меня здесь свои приколы какие-то, да, то есть там movement speed всякие, health max, health regen и прочее. Как мне сюда переместить? Просто по колеру я понял уже, как это сделать. Ну, там, правда, там такая интересная вещь начинается, но тем не менее. И вместо датассет с сырыми цифрами укажи геймплей-эффект с инициализацией базовых значений. Что значит вместо датассета? Если мне надо в датассете еще всякие вещи хранить. Я же не буду их хранить в геймплей-эффекте. И геймплей-эффект всегда держать. Тогда уж лучше я вот здесь вот вместо вот этих вот цифр геймплей-эффект сюда запишу. В датассете. И в геймплей-эффекте уже буду хранить все эти приколы. И из датассета его доставать. Вот это еще куда ни шло. Вот эта мне история нравится. Больше как-то. Я про это и говорю. Ну вот. Вот эта вот история мне нравится, да. То, что вот сюда просто указать его. Ну, хорошо. Тогда кода меньше будет, да. Хорошо, переделаем, да, окей. Все, принимается, благодарствую. T-subclass of, как он там, gameplay эффект, да? Gameplay эффект, да? Или нет? Что за еномы? Стракты. А можно класс? Подсмотрел. Не, нельзя, смотри. Стракты. Да, схватит уже. Прекращай. Смотри. Енамы, стракты, енамы. Стракты. Ну, прекращай. Сейчас обижу я просто, ну, так как и хотел, ю. Опять стракт. И опять стракт. Опять стракт, смотри. Стракт. Не, ну я думаю, да, надо побольше страктов было засунуть в один файл. Все, мне кажется, я уже потерял его. Один стракт. О, наконец-то, да, добрались. И геймплей эффект на 2096 строке. Нормально. You gameplay эффект. Короче, идем в day character base. Здесь, где он всякие статы прописывается.
И пишем T subclass class of этого покемона и base stat gameplay effect. Или gameplay effect, base stat. Нет, base stat просто. Gameplay effect. Оки-доки. Хорошо, да, вот так. Оп. Молодец. Health Max, Health Regen, Armor, Critical Chance, Evasion, Accuracy, Strength. Все это убрать. Ну, блин. Ну вот опять, это больше какая-то блюпринтовая история. То есть ты все в блюпринтах вводишь. У тебя новая билка добавляется. То есть, да, тебе не надо в плюсы лезть. Это плюс. Это все в блюпринтах делается. И если у тебя добавляется новый какой-то... Ну да, там понадобилось бы в класс лезть, и этот здесь не надо. Но это опять блюпринтовый. То есть Гессон заставляет больше в блюпринтах сидеть, чем в этом. Так, это все удалить. Сейчас все нафиг полетит. Будем коммитить будем. Так. Enemy base, movement speed. Ну, movement speed, он же не повлияет, правильно, никак. Не шарит за него. А вот X reward, это у нас тоже наша личная история. Хотя это тоже базовая на самом деле. Она здесь есть у нас? Да, она здесь как бы в этом есть, поэтому... Эксприворд тоже убираем отсюда. Хорошо. Это дата-ориентированный подход, где способности зависят не от кода, а от данных, которые передаются. Это понятно, что данных нет кода. Ну так... Данные у тебя где пишутся там? Уже код у тебя создается все равно. Потом еще столкнешься с тем, как здесь намудрили с банальным «я просто хочу сделать рандом к какой-то стати». Рандом плюс какой-то стати. Так там же есть этот... Я уже дэмэдж делал. Поэтому я знаю, там есть... Как оно называется? Модифайеры какие-то, или как он там... Блин, я не помню. Он тоже через геймплей эффект. Где у меня дэмэдж? Сейчас похвастаюсь своим дэмэджем. Или не похвастаюсь. Я не помню, где он. Так. Можно вот это вот закрыть. Вот, да, Damage Execution. Эффекты, да, и это пиздец, когда куча таких точечных действий. Это да, то, что у тебя... Ну, это же как вот эти паттерны, хераторные, вот это вот все. Кстати, да, начал тоже паттерны, дело было вечером, дело было нечего, думаю, надо посчитать... Блин, какая же это шляпа? Ё-моё, здравствуйте. Ё-моё, здравствуйте. Давно не видел вас. Да, давно дело было, да, давно не стрим. Так вот, это что-то это по паттернам всем. Все паттерны сводятся к одной фигне. Это создание тупо класса. Просто под разные действия ты создаешь один и тот же... Точнее, не один и тот же класс. Ты создаешь класс. Начинаешь читать про паттерн. Создаешь класс, и он делает это. Значит, другой паттерн. Начинаешь читать. Создаешь класс, и он делает другое. Короче, в любой непонятной ситуации создавайте класс. Все, вы знаете все паттерны. Я вас поздравляю. Я утрирую, но тем не менее. Это по той же самой истории. То есть у тебя действие, класс, действие, класс, действие, класс. И вот тут вот damage, вот этот exec calc, ну вроде да, по-моему так называется эта фигня. И вот он damage, и вот он тут, короче, выполняет вот эту вот всю историю. Вот это вот там, да, вот эти вот атрибуты, чтобы подвязаться, то есть ты их, как тебе надо их узнать вначале.
То есть вот эта вот структура, ты создаешь ее, обмазываешься макросами, внутри нее вызываешь, потом делаешь Ага, ретурны. а потом класс класса из класса и... Да-да-да. Вот это вот добавить все это надо, и потом это все вот так вот доставать, это просто звездец. И это то, что обычный дэмэдж проделать, он постоянно вот это вот дрочит, эту тут историю, это просто жесть. Это да, вот это жесть. Вот это, конечно. В общем, GES это очень такая это громоздкая фишка, то есть она прям... Короче, я виню ее. Мне кажется, все игры тормозят на Unreal из-за нее. Это все GES виноват. Даже там, где его не использовали, это все он. Ну, паттерны это же, если по своей сути, просто некая методология, и когда ты новичок в программировании, паттерны помогают выстраивать иерархию, а потом это уже будет скорее ограничением. Ну, наверное. Но когда я, допустим, вот читал про эти паттерны, я их не особо запомнил, как они там называются. И сейчас уже не вспомню, чем они там отличаются. Я говорю, я просто вот для себя осознал, что ты просто создаешь класс. Вот никак не начинается новый паттерн создания класса, начинается новый паттерн создания класса. Там может какой-нибудь чейн вот этот отличается, то, что он там запоминает этот и вызывает. Ну там тоже этот класс, хотя куда его засунуть, этот чейн вот этот, непонятно. Ну, так вот, по поводу этого паттерна, наверное, полезно, чтобы ты вот вообще, ты понимаешь, что, а вот так вот можно, вот. То есть ты чувствуешь, что вот, а вот так вот можно, оказывается, то есть можно вот, есть у тебя какая-то вот проблема, задача, и ты понимаешь, что вот так вот ее можно сделать, и вот так вот ее обычно решают. Поэтому это паттерн, потому что так вот его решают. Вот этим, наверное, полезная история. Зато потом, чтобы применить один exit нужно выбрать в блюпринтах один, чтобы не делать ничего не выбирать, выбрать другой выбираешь в блюпринтах 2 и кратко exit. Ну вот и я об этом же, о том, что он тебя в блюпринты в основном затаскивает, вот эта вот вся история. То есть для дизайнеров вот этих вот всех, чтобы они там просто выбирали вот эти вот параметры все просто выбирали, и у тебя все менялось. А я вот тут, я хочу как можно меньше вот тут проводить времени. Я хочу вот здесь побольше времени, понимаешь? Я хочу буковы писать. Я не хочу вот этим вот заниматься, то, чем еще сейчас я буду заниматься. Вот это override, scalable flow, ты понеслась. То есть нам надо указать вот эту парашу. Base, base stat, base stat skeleton, я не знаю, скелетон. Скелетон 1 будет. Все, я манал. И мы сюда сделаем вот так вот. Enemy. Сделаем player. Разделение вот сюда вот enemy засунем. Так, стат скелетон. Все, поехали. Ой, понеслась. Вот этим вот я не особо хочу заниматься. Вот этим вот 10. Потом... Короче, мне уже плохо, если честно. Мне уже плохо. Так, health mod, health regen, override. Health regen, да, наверное, 0 пока. Не надо, чтобы у него порегенились. Тебе будто бы как раз не хватает некого геймдиза, которому ты в плюсах будешь делать системы, а он это Ой. все юзать уже в БП. О, это бы... Это было бы хорошо. Коллаборация какая-нибудь такая. А можно вернуть? Спасибо. Так. Это был бы секс. Это, конечно, было бы хорошо. Коллаборация, это было бы хорошо. Я сделал какую-то штуку и такой, ну, надо, короче, заполнить там что-то там, это самое, он мне говорит, там мне теперь вот эта штука надо, а я ему сделал. Вообще было бы хорошо.
Так. Это enemy, правильно? Ну, секс не обязательно, конечно, но в целом да. Я понял тебя, да. Так, мастер-характер, значит, дальше идем по мастер-характеру, а потом enemy-характер еще должен добавиться, а вот плеер-характер мы не берем, потому что у него нет таких статов. Кстати, а если мы укажем не те статы? Ну, допустим, вот я укажу плеер-характер, да, но он-то будет применяться к enemy. Но у enemy-то нету этого. Но он, скорее всего, не найдет и ничего не сделает там. Но, тем не менее... Так, давай, ну, поехали. Armor. Critical chance. Подожди. Тут сейчас будет аккуратная история. Без секса с геймдизайнером в геймдеве никак. Вот тогда вообще отлично, тогда все хорошо, да. Critical Evasion, по-моему, да, Evasion, override. Evasion. Какой Evasion будет? 0. А я, кстати, уже прописал не только Evasion, я уже прописал и Accuracy. Но вот Accuracy надо как-то... Там же override, да? Accuracy у всех 95. Тот знает, вот знаете, что это за цифра 95? Почему именно 95% Accuracy? Так. Strength. Ну, сколько силы у него? 1 будет сила у него. Сила, кстати, тоже уже учитывается. Ну, там я формулу простую. По-моему, кап 1000 я поставил. Считает силу. Так, экс-приворд. Экс-приворд какой у нас будет? Я, кстати, с Гаси себе много перенял интересных вещей. Те же таски анимационные, работу с модификаторами, разные фильтры по тегам для применения. Удобно. Но вот все остальное. Как же неожиданно этот стрим попал ко мне в рекомендации. И стало реально любопытно. Что тут за проект пилится 0.5? Это хорошо, что попал в рекомендации. Тут, кстати, можно еще атрибуты бассет выбрать, используя чурвитабля. Курвитейблы, я знаю, но там от левела он же зависит вроде. То есть там же у него есть левел, и в зависимости от левела он будет расти по вот этой курве. Так, и в обратку идем. Так, также неожиданно с ним попала рекомендация, но это хорошо. Vampire Survival Diabloid. Блин, как-нибудь тяжело это выговаривать. Постоянно надо команду делать. Гаса себе много перенял интересных вещей, те же таски анимационные работы. Не, в Гасе есть интересные вещи, но, блин, он громоздкий очень. Очень громоздкий. То есть вот эти вот взаимодействия с атрибутами, со статами в данном случае, это же жесть. Ну, по тагам, как он их ищет там, это просто забей. За что тебе ее добавить, новый класс у тебя, ну, это очень громоздкая история. Допустим, если у тебя проект какой-нибудь там на 10, на 20 статов, не онлайн, тебе не надо, и ты там дальше не можешь тебе ГЭС, использовать такое себе. Ну, ты в производительности очень много потеряешь. Ну, в общем, короче, я виню в производительности. Я просто пробежался по его функционалу, перетянул себе и выбросил его нафиг. Тихо и ушел, называется, нашел, как говорится. Что сейчас в разработке? Интересно, на какой стадии проект? Что сейчас в разработке? Да, продолжаем, на какой... Сейчас покажу стадию. На вот такой стадии. Ну, я бегаю и бить могу. Все, и вот так вот могу еще это делать. Оп. И, типа, это эффект. Якобы. Тест вот так вот делать. Оп. Кстати, стамину не тратить. Надо будет починить. Я там менял название.
Follow the channel. Спасибо. Благодарю. Благодарствую. Благодарствую за follow. На ютубе не могу видеть. На твиче могу видеть, что за follow. Так, по поводу... все, ответил. Все ответил. Дальше идем. По поводу курвы, да, ответил я тоже, что, мол, курва, да, тут можно курву указать. И по левелу. Я, кстати, не понял, там же левел как-то задается. То есть, если допустим... ну, вот мне надо какую-то штуку сделать поверх, правильно? Добавить скорости какой-то там. ХП. Давай просто чуть к ХП, да, к максимуму ХП добавить. Я добавляю к максимуму ХП, вот этот add использую. Я использую вот этот add, который вот тут. Ха-ха, получается, есть только две гейблей всех, а потом разберемся. Да. Я взял какое-то улучшение. Плюс 10 к ХП. Я вот сделал его через add. Вот этот add base. Потом у меня второе есть улучшение. Я же не буду его еще раз добавлять. Да? Я хочу на второго уровня. Чтобы оно нелинейное было. Я же просто должен буду по факту изменить его уровень. То есть там же есть, скорее всего. То есть я его нахожу по тагу. Вот тут вот я ж могу ему так добавить. Grand Target Actor. Вот это, по-моему. Или вот этот вот. Я не помню. В общем, так, по тагу этому найти его, этот геймплей эффект, и увеличить его левел. И он, соответственно, сам подтянет его после увеличения левела. Или там какой-то метод надо будет, чтобы он пересчитал всю эту фигню. И уменьшить. Вот. Так, ладно, дальше. Enemy мы все сделали, добавили. А теперь вот у плеера. Дело в том, что у плеера... Я твою душу любил. У плеера дело в том, что датаса у меня как такового и нету. Сейчас будем делать. «100». Осуждаю. Health Max. 10. Я ж... А применять кто будет этот геймплей эффект? Это же. Так, и play gameplay effect spec data, правильно? Make ongoing spec. Не start. Подожди. Мне кажется, эффект не имеет таких возможностей. Это ты про билки сами говоришь, но а билки даже изменение уровня через эффекты делают. Не, ну подожди. Эффект у тебя... Он, смотри, тут есть курва. Ты можешь курву использовать. Курва у тебя работает по принципу, ты там указываешь 1, 2, 3, 4, и под вот этими 1, 2, 3, 4 какое у тебя значение будет. Давай лучше наглядно покажу. Хотя ты, скорее всего, знаешь, о чем идет речь. Вот curve table есть. Лайнир разве? Если бы я еще и помнил. Вот. Или не вот. Add key, там что-то как-то... Это что-то не та. Это что-то не та курва. Курва не та. Или я этот не выбрал. Вот курва. Curve table я выбрал. Curve float. Блин, я не ту, походу, выбрал. Да, я не ту выбрал. Окей. Ты указываешь у нее, где она стоит, какие значения у нее, 10 какие-нибудь. И строишь таким образом... еще добавить. Я вообще не помню. У них даже интерфейс другой. Гендальф в этом в подземелье. Я не помню это место.
Я помню, что я его юзал в FPS, курву эту. То я не помню, как она выглядит. Неужели это не та курва? Нет, ну не курва Атлас, это точно. Или курв тейбл, или курв этот. А что он туда принимает? Еще раз. Курв тейбл он именно принимает сюда. То есть именно курв тейбл, да, используется. Лайнир, констант, кубик. Давай кубик. Это же чтобы тот же эффект давал разные показатели в разных ситуациях. Да. После добавления. Хотя надо будет вспомнить все Нет, детали. ладно, Там я просто прикол же с что, я не предикшеном, помню потом. что он ремувит эффект. Тот же эффект давал разные показатели в разных ситуациях. Но вот этот курв, он же у тебя от чего-то берет вот эти вот штуки. Параметр вот этот, он же должен откуда-то брать. Или он от этого... Нет, он вот на вот этот параметр меняет в зависимости от курва. А этот левел, по-моему, берет. Или может в этом. Ладно, хорошо, все. Потом как-нибудь вернемся. Есть. Все это добавили. Только это все ничего не работает, потому что мы... Что правильно? Мы его не заюзали. Мы идем в enemy характера, и вот здесь из датаста DA enemy. Enemy base. Мы достаем... Как там был стат? Base stat gameplay эффект. Где дефолт? Подожди, это ж он у нас в этом сабкласс. Как мы запускаем эти эффекты? Я уже не помню. Ну, через таги всякие, но через таги я не хочу. Где тут можно подсмотреть? Где я тут что-то делаю? Где мой дэш? Дэш, пакет дэш запускаю. Где он? Характер. Стамина, бла-бла-бла. Он же abilities. Abilities уже запускает этот. Так, дэш. У него уже указан этот, правильно? Вот. Она активна, бла-бла-бла. Где-то посмотрим. Тут же он не запускает, он же никак не влияет на этот обвес. Я смотрю, у тебя тут целый сериал стримов по E5C. Да. Прямо в теме? Я не разработчик игр. В прошлом году на областной чемпионат попал и делал игру на Unity. Насколько разработка на E5 сложнее? Сложнее. Начать легче, но дальше сложнее. Начать легче, потому что Unity, он же голый. Многие вещи надо реализовывать с нуля. Ну, либо оттянуть какие-нибудь модули, уже сделанные, чужие, так сказать. Так, давно в теме, ну, 2-2,5 года. Чемпионат. Говорит, не разработчик, но на чемпионате был. Так, хорошо. Давайте сделаем попроще. У нас есть наш искусственный интеллект. Естественно, мы не хотим пользоваться. Мы воспользуемся искусственным. Искусственный завис. Так. Make effect context, ability system component. Контекст есть. Apply gameplay effect to self. Я такое делал, да. Gameplay effect to self. Gameplay ability system component. Ему нужен system component. Значит, сюда мы его передвинем.
Его сюда, ну, сюда вообще. Поэтому геймплей не трогаем. Потом контексты в геймплей, эффект контекст. F геймплей эффект контекст хандле. Это не так. Make эффект контекст. Это из ability system компонент. Он вытаскивает его. Make эффект контекст. Да? Да. А читать кто будет? На 3-м курсе учусь на программиста. Повезло просто попасть на чемпионат. Решил себя попробовать. Было сложно. Разрабатывали игру с патчи полеты на корабле в космосе. У нас уже были модели осеты там. Прикольно. И как? Ну, во-первых, как результат и как процесс? Space полеты на космосе. 3-й курс это мощно. Программиста, а что, прям сейчас есть и эти какие-нибудь кафедры, так называется, программисты, что ли? В мое время такого не было. Так, вернемся. Отвлекся, сбился. Потом мы из Ability System Component вызываем apply gameplay effect to spec effect. Специальность 9 февраля 2007 года. Информационные системы и программирование. Ну вот, информационные системы и программирование. Я просто программист и как-то программирование. Программирование, да, есть такая история. Если мало ли там программист, типа, программирование просто там, или как-то, я фиг его знает. Дело было давно. Но 7-й, это да, это давненько. Специальность существует уже. У нас тоже что-то такое, компьютерная технология, как-то так называлось, но это факультет был. Кафедра прикладная математика, но... Короче, дело было давно, уже не помню. Gameplay effect to self. To self, и что он туда хочет? Gameplay эффект. Ну, это вот этот товарищ. Вот. А то, о чем я говорил, вот этот float. Ишь, float. С кем мы разговаривали? С Арисом, да, по поводу этот, с курвы вот этой вот. Вот он, левел передается. И от него курва вот это считается. Сейчас попробуем вытащить из него этот левел. 3 часа дня было. Первый день делали модель корабля в блендере, пришлось самим, дали только референс. Второй день программирование механик, полет, астероиды, НЛО. 3-й день сборка, полировка, защита проекта. Так, это не... И вот эти вот, блин, вот эти на скорость, конечно. А в итоге как процесс? Понравился, нет? Какое место занял? С первой вообще мощь. Так, вот тут точка get default object. Level. А чё level? Level 1. Level 1. Контекст. Дальше контекст. Кстати, он, смотрите, поэтому по константной передает. Значит, и мы сделаем конст. Значит, и мы его сделаем конст. Все. А по идее все. Ну, я перезапущу. Как обычно, все. А этот товарищ, он что возвращает? Ну, он копию возвращает, судя по этому.
Что ты дрочишь, что ли? Покажи мне. Да, он копию возвращает. Можно А ну просто все, сразу стример в сроки передать. не укладывается. Да, да, на эти сроки мне как-то вообще... Мне на сроки будет не пофиг, Привет, только... ты новенький стример. Да, Подпишусь на тебя и стану алдом. да, я новенький, только на... Сегодня первый день. Сроки будем учитывать только, когда Третье бабло место будем за это занял. получать. Там 2 человека было, один подготовленный, а второй разработчик с 5 годами опыта, который сам задание составлял и пришел просто за грамотой для резюме. Ну, это какая-то фигня, что-то это шляпа какая-то, не? Чувак на опыте чисто пришел, чисто, мне кажется, вы там были так, чисто декорации для него, не? Или 2 человека в твоей команде было, подожди. Не понял. Или первое, подожди, я что-то, сейчас, подожди, запутался. Тестим. Привет, Дендеракл, да. Как дела? Скучал? Вот, и все применилось. Правильно? Все у нас работает. Хорошо. Дендеракл скучал за танцами. Тут Арт Марис уже ждет. Ждет уже тебя. Так. За котами скучал. Скурент. Молодец. О, понеслось. Восклицательный знак «Б». Так. Работает. Сейчас надо для плеера применить это все дело. Создать, во-первых, для плеера. О, какая гадость. Мне так не нравятся эти эффекты. Точнее, геймплей эффекта пофигу. Мне не нравится то, что мне надо... Эффект. Каждый сам за себя. Дали идею, кто лучше реализует, а задание прямо в колледже разрабатывали вместе с тем чуваком. Каждый сам за себя. Подожди, ты же сказала, делали модель корабля в блендере. Сами. Пришлось самим. Что это за кооперация корабля? А потом сами за себя? Так, быстро. Плеер. Это понятно, что плеер. Это, по-моему, что написал Киник? Что сейчас было? Код был. И я пропустил, какой код там, ну. И вообще он рабочий. Все послетать могло. Он мог немножко отъехать, камеру не выключить еще. Сломалась? А что там было? Может, страшное что-то было? Команда с котом сломала АСП. А может, что-то страшное было? Так, инстант. Поехали. Скурент. Райт. Мне что-то было. Давайте 100. Смакс. Райт. А ничего не было. А ничего Каждый не сам было. за себя и модель в блендере делал, и иконку для игры отдельно рисовал, остальное все было готово. Главное меню и прочие детали. Каждый сам за себя. Ну, я так понимаю, чувак 5-летний победил, да? Но если так, то вы там чисто были для красоты, если честно. Ну, так, по впечатлениям, по описанию. Чисто все мероприятие так было, знаешь, сделано так для красоты. Чисто для него, чисто под него. Так, врайт. Ясно. Реген, райт. Реген небольшой, дадим единичку ему. Так, армор. Армор. Ну, это Ignite, правильно?
У него базовый армор будет больше, 10. Накачался. Так. Давай пока спросим у этого, у ГПТ, по поводу левела. Мне интересно, что мы там разговаривали. В уральских пельменях был сюжет с соревнованиями по бодибилдингу. Несколько реальных качков и самый дрыщавый член команды были участниками. Так, это зачем был спонсор? По сюжету Бати Дрища был спонсором соревнований. Классика, да? Так, по поводу левела. Мы сидели с 8 часов утра до 7 часов вечера каждый день. На каждый модуль выделялось опыт. Количество времени. Он модули, которые на день давались за 2-3 часа, сделал и потом просто спал, храпел. То еще зрелище. Успех. Так так он победил или нет? Кто победил? Ну, у тебя 3-е место, ты говорил. А кто он? 2-е или 1-е место? Так, да, у геймплей эффекта есть level. Он влияет на значение, особенно если используется curve table. Или scalable float в геймплей, ability system. Да, он победил, конечно. Ну, я же говорю, все мероприятие чисто было, ну, для него. Вы там так, чисто рядом постояли, по факту, получается, за участие. Так, ability system component, или spec ongoing spec, level equal 5. То есть ты можешь изменить его, или потом изменить level эффекта. Эффект не пересчитается, уже примененный эффект, gameplay эффект, spec level x. Уже просчитано потом. Поэтому... А левел задается заново. Фу, ёпт, заново. Ну, в смысле, заново надо пересоздавать весь этот эффект. То есть нельзя динамически его поменять. Я думал, сейчас буду менять его там туда-сюда. Он сам будет считать. Сейчас он будет сам считать. Снять и применить снова. Remove active gameplay effect, effect handle и play effect handle. И новый level. Infinite effect recalculate. Есть infinite эффект. Есть, то есть мы здесь не instant. Ну, понятно, что он infinite должен быть. И infinite можно вызвать set activate gameplay effect level. Есть level, но не работает не со всеми модификаторами и не всегда пересчитывает курв корректно. Поэтому продакшн чаще всего делает remove плюс apply. Гениально. То есть ёпики такие добавляют способ, возможность изменения. Вот опять я к ёпикам пристаю. Хотя я поковырял в отсутствии, так сказать, их код. Кстати, Дендракл, а чё ты не пристаешь? Потому что у меня другая тема, код стайл другой в коде, все другое тут. Так вот, посмотрел их код, нормально у них там все написано. То есть все вроде бы окей. Мне их еще и критиковать по коду, конечно. Я ж тут такой великий. Это в кавычках для... Не понял, но... в общем, пристаю по поводу того, что вот они сделали метод, но не всегда корректно работает. То есть он может сработать, может не сработать, может пересчитать, может не пересчитать. И поэтому лучше просто-напросто самому удалить и новый создать. Успех. Это успех. То есть у нас как бы есть инструмент, лучше им не пользоваться. Так, возвращаемся к очень интересному действию. А что ты опять сделал со своим катстайлом? Я просто смог забыть тот ужас. Ничего с ним не сделал. Не покажу. Не скажу, не покажу.
Ну, я его изменил, потом у меня совсем другой теперь. Я просто ждал, когда ты зайдешь, я тебя ждал. Я почему-то думал, что ты сразу обратишь на это внимание и начнешь приставать. А ты как-то... Вообще, как у тебя дела? Чем занимался? Dark Souls как? Подожди, ты же Dark Souls делал. Соединял. Сделал нормально, как у ёпиков. Ну да, ближе к ёпикам код ставил. Ну там со своими некоторыми приблудами, но да. Ёпиков. Так, что это такое? Аккураси 95. Викторина продолжается. Почему 95 аккураси? И у Enemy, и у нас. Почему 95? Стрем. Давайте 5 будем. Ага. Да, очень медленно продвигается Dark Souls. Решил посмотреть в логику анимации, все еще не могу понять. Короче, ты, все в базовые вещи лезешь, и ты, короче, туда всегда проваливаешься, я так понимаю. Стамина куран. Стамина куран. Соточка будет. Будет соточка. Стамина макс. Ну, вот курва, конечно, хорошо. Курва это хорошо. Да, левел можем подменить там. Курву. Но, блин, тут знаете, в чем проблема есть? Под каждый стат, условно, который нам надо, это отдельную курву заводить. Это пипец. Это капец. Меня чуть подзадолбал, и пока хочу просто перенести кучу карт в качестве релакса. О, ну такую монотонную фишку взял, ну да. Хорошо. А, кстати, реген хп, сколько у меня хилс реген я поставил? Один пойдет. Так, монокурент. А, я сейчас усну. Левел. Вот, кстати, очень интересно. Левел это не совсем то. Это там для отображения надо. Это нам сюда не надо указывать. И вот эти вот фишки тоже. Они есть, но они там в основном для отображения. Потому что эта фигня, это не наш левел. Это левел, который мы на уровне. Он считается и учитывается в геймоде, в той компоненте. И он отправляет каждому персонажу туда его. Короче, он здесь не нужен. Так, манреген. Лайт, манреген 1. Мана пока отсутствует. Ну, она пока не нужна, но нужна. Так, и датаасет бы создать плееру. Как-то надо плееру создать датаасет. Датаасет записать. Он его с инициализацией получает. Там-то прикол. Инициализация нигде не запускается. Инициализация у нас запускается ровным счетом нигде.
Все, тут нигде ее нету. А если брать через общий find, то она у этого только запускается. Ой, подожди, что-то я лишнее тут взял. А ну давай еще раз. Entire solution, current project, find all. Так. Player character, это void, все. Это супер, это void, это void, это void, это супер, это void. Ну да, вон он у врага только запускается, больше нигде не запускается воинами. Это тоже тестовая история, поэтому давайте создадим... Мы создадим... Мы вот этого товарища создадим. У плеера. Плеера пока создадим эту штуку. Создадим эту штуку. Он сюда вот ее засунем. Тест. ID, характер тест. Создадим ее. Так. И вызовем init характер. Where start. У нас здесь делегат о том, что, ну, все у нас уже сработало. Init характер. Тест. Пометили. Так, хорошо, есть. И повторить вот эту вот процедуру. Все, есть контакт. И контекст, make effect контекст. Хорошо. А нафига тогда вообще методы есть для управления? Вот этой геттеры, ну геттеры, это понятно, сеттеры. Зачем тогда имеются в этой атрибут сете? Зачем? Если буквально говорится о том, что через только геймплей эффекты советуется использовать. Все. А при остальном у тебя там половину всего отваливается. Там не половина. Ну, короче, понятно, что я утрирую, но... О, ну-ка. Мне силы выдержать эту все. Так, где ты? Покажи мне свою попочку. Ссылание, asset, где... Там бы тоже как-то как-то может не так. Как-то типа сейчас вот так сделать, а в... Base, да, вот тут enemy stat скелетон, а вот здесь back knight. Ну, хоть как-то, чтобы, потому что knight вдруг будет и этот не будут одинаковые. Некрасиво, соответственно, так сделать. Хорошо, хорошо. Вжух. Быстро нашли плеера нашего. Темп-тест. Темп-тест. Характер Кнайта выбрали.
Скелетон. Ага. Ага. А кто улетел в помойку? Плеер-карактер. А почему? Я же тебя назначил. А, не плеер-карактер улетел. Ди от плеер-карактер. А я от кого-то наследовался. Здрасте. По яйцам дам. Больно. А, что? А, здесь, во-первых, пусто. Night. Вот abilities пока что-то мне надо. Вот эту тут штуку мы сюда назначили. И Packnight. Packnight. Ну вот, есть, да? А в чем, собственно говоря, проблема? Ну да, есть. Ладно. Не от того отнаследовал ее или что? А, character base. Ну вот чисто теоретически. Добрый день. Добрый. Вот чисто теоретически и гипотетически. Нафига это делать? Вот, когда ты меняешь, все закрывать. Что это ёпики? Зачем они это делают? Где мой брейкпоинт? Так, вот, все хорошо. А вот код есть. Чуть мне дендракл обманывать, что кота не было. Вот код. Ability System Component, бла-бла-бла. Мы, кстати, Ability System Component здесь не проверяем. Это может очень плохо закончиться. Так, хорошо. Для теста мы откроем наш этот. Сделаем Health Current 50. Это мы уберем. И посмотрим, да, все, этот заюзался. А также у нас заюзался этот 50. То есть, ну, мало ли, может, этот и так выражает нам хп. Неправильно. Так, все, значит, работает. Оки-доки. Один большой кот, два кусачей. А что за большой толстый кот, что ли? А, я понял, почему Дендракл сказал, что не рад. А, это шутник, блин, он с этой шуткой. Какой молодец. Какой молодец. Так, мы статы сделали. Переделали статы. Сейчас проверку ability добавим. Я перезапущу. А потом вернемся к enemy. Там, по-моему, он не двигается, потому что нет инициализации. Нет инициализации, поэтому он там и не двигается. Так, хорошо. Давайте вот эту вот штуку сделаем. О, инициализацион, по-моему, так. Неважно, это все равно только я буду читать. Все, полетел, красавчик.
А, есть тут кто мою систему статов тискал? Не? Нету? Который на GitHub выкладывал. Или хотя бы кто-то посмотрел. Ладно, не тискали, но посмотрел. Так. Москве. О, новый код. 3 уже. А ты решил десятку, да, выбить? Чисто, чтобы Дендаракла подраконить. Что у тебя они есть. А у него не получается. Но у него 8, кстати, рекорд. 8 побьешь? По-моему, 8. 8 котов. Движение. Движение у enemy. Давайте возвращаемся к enemy. Возвращаемся к enemy. Вот инициализация пошла. И... Я так попробую разок. Ну, разочек. Ну, один раз не считается, что может. И контроллер у нас... если честно, я не очень помню, как у нас там происходит... А где мы еще и вызываем? Или это единоразовая акция? Единоразовая акция. Некрасиво, надо таймер записать. Давайте запишем. Красиво. Ускорили свою программу на целых 0,00000000001 миллисекунды. Так. А я не помню, какой метод это делает. Давайте используем все ГПТ. Что у нас вызываю? У нас, по-моему, нету этого. Это ее вызывайте. Это я на будущее написал этот стоп. Давай сюда тоже его запишем. Один большой, 2 кусачий, 3 в толстовке, 4 пялятся в экран. 4 уже есть. 6. А у тебя рекорд, ты не помнишь какой? Или ты первый раз решил так вот заняться? 4 есть рекорд, если я... Не запустил смотреть президентское вещи, где enemy. Автоподсос АИ, Spawn default controller. Не, default spawn default.
не то советует. Надо подсмотреть. Сейчас там есть галочка, по-моему, какая-то. У меня вроде 7 было. Нифига себе. 7 это мощно. О! Ну это 5. Это уже 5, это хорошо. Это уже 5. Так. Терсон, МЕС. Вот здесь. Здесь. Зачем открыл? Непонятно. Через этот. А ну, подожди. Понятно, больше ты мне так не сделаешь. А кто знает, как открыть эти полные? Я не помню. Вот это, по-моему. Нет, не то. Как этот сделать? Вернуть обратно? Ну, как-то есть. Что-то какая-то фигня там. Ладно, не суть важно. Там, где мы указываем контроллер, там у него у этого засранца надо было взять контроллер и не листать. Так, контроллер. Вот здесь он в павне, да, находится? Павна. Все. Поражение. Auto Process AI. Вот этот вот есть. У него Place in World. Spawned есть. Spawned надо поставить. Ну, он оживет. Файл. Да. Вот, он оживает. И вот он за нами уже бегает. Все есть. Вот это вот фишка. Только я бы хотел... ну как? Я не хочу, короче, ставить это постоянно. Auto Process AI. Вот у него есть. Auto Process AI, Place in World, Spawned. Вот так вот. Подожди. Закрой. А можно это сразу здесь? Я просто... здесь было. А это можно вот здесь. То есть это вот так вот можно. Place in world or spawned. А там, кстати, такого нету. То есть там как-то у него всего 3 варианта. То есть disable, place in world и spawned. У него нет placed in world or spawned. Почему-то на выборе. Еще одно доказательство. Это что, плюсы рулят. По сравнению с блюпринтами. У вас нету, у блюпринтов нету этого place in world or spawned. У плюсов есть. Плюсов есть. Так, на перерыв будем пойти. Чай. Чайку сделать. Чай будете? Пойди чай сделать. Так. Открою его. Что-то в павне там находится. Павн. Спавнет написано, смотри. Плейс есть. А чё его не заметил? Слепой Чай это все. хорошо. Чай это хорошо, да. А я его не заметил. Ну хорошо, я его поставил все равно, он уже теперь будет. Но он здесь как бы после атаки самой начинает двигаться, а после монтажа, чтобы он начинал двигаться. То есть, ну, с энеми пока мы не трогаем их, они такие, какие они есть. Что он сразу... Ой, он нас ушатал, кстати. Вы заметили? Так, теперь с экспой. Не, давай, погнали чай делать. Чай. Сейчас пойдем чай делать. Давайте, 5-10, максимум 15 минут и продолжим, окей? Так, продолжаем безобразничать.
Что я? Экспа, не экспа, а des. Вот этот он apply des, он enemy des, который у нас вот здесь вызывается. И вот этот он enemy des срабатывает. Давай смотреть, что у нас происходит. То есть нас тут бьют. Оп. Промазали. Попали. Мы его сваншотили. Хорошо. Он тут берет плеера ближайшего. Подожди, не ближайшего, он вообще всех плееров берет. Ему же надо всем сообщить о том, что этот enemy dead. Соответственно, он берет всех плееров вот этих ability system component и записывает их. И тут я сделал, кстати, интересную такую штуку, что у меня какая просто фишка о том, что вот персонаж, ну вот мы в главном меню сидим, мы там выбираем, там готовимся, там инвентарь там тискаем в дальнейшем, там билды перестраиваем, там может в пати у кого-нибудь себе берем, нажимаем play, выбираем карту, на которой мы играем, нажимаем play. Сегодня Виткл Шорст с сюжетом про самую большую окаменевшую человеческую какаху. Познавательно. И стартуем. Стартуем. У нас, допустим, там 2 человека. Сейчас такое сообщение Длина придет. 15 сантиметров, диаметр 5. Ее оставил викинг, страдавший запором. Теперь полезная информация, ну, мощная. Мощно. Так, значит, у нас 2 игрока, и мы записываем их в наш массив, да, и он всегда 2, то есть тут вот Vietnam Player Controllers, этот, он простенький метод. Нам еще и покажет его, то есть он сразу нам возвращает, тут все очень легко и просто. И мы сравниваем его, то, что мы записали, подходит или не подходит. Нового добавиться не может. То есть не может такого быть, что между смертью enemy у нас один ушел, а другой добавился. Люди с 140. Окей. Но видишь, у меня сколько там, 70? 60-70, так что. Я таким что-то не... Ты меня сбил. Короче, у нас не может быть такого, что минус-плюс, у нас только минус может быть. И вот как раз-таки, когда будет минус, он не найдет, ну, то есть не будет соответствовать, он его очистит и заново получит. Заново получит и будет работать с тем, который есть. 6070 еще не вышло. Опа, кто ожил тут? Опа, Здорово. опа. А кто это? Здорово. 60-70 не вышло еще. Подожди, 60-70. Разве? Это же RTX. Фу, ёпта. Я что-то RX думаю. Что за это? Там же у них и другой этот. 60-70 еще не скоро, да. С возвращением. Спасибо. Как у тебя дела? О, пошел процесс. Какой мужчина? В общем, и мы работаем с этими ability system компонентами. И нам нужно дать... дать ему надо. Я сейчас у ГПТ кое-что хочу спросить. Та дело ... не знаю. Хочу проектом заниматься, да некогда. Дела, ну да, дела. Тут сейчас в процессе переезда. Переезд это, конечно, это жесть. Как помню, молодые годы. Постоянно переезжаешь. Барахло собери, все свое барахло разбери. Вот такие истории сразу вспомнилось с переездами. Как-нибудь потом расскажу. О,
Так. э, Здорово. Здорово. Это ты чисто сегодня праздник решил устроить и потом снова пропадешь на месяца 3? Да, надеюсь, нет. Надеюсь, возобновляемся. Хотя по какой причине, если а-ля работа появится, то я надеюсь, Это да. тоже или уже другое? Не, это уже другое. Если работа появится, надеюсь, да. Но по той причине, по которой была, надеюсь, нет. Как-то так. Так. Да, конечно, да. То есть он буквально говорит через этот поменять его. Поняли? Через геймплей эффекты. То есть все изменения делать через геймплей. Я это воодушевил. Я ответственно заявляю это. Я того душу труба шатал. Блин, неужели придется этот создавать? А как я создам, если я его создавал через этот, через... Я вот который раз уже думаю, может с Godot на Enric тоже перейти. Но не хочу некоторые моменты на плюсах писать. Не пиши. Например, некоторые функции с циклами по перечислению массива с тысячами элементов. Ну, во-первых... Во-первых, я помираю. А во-вторых, где тебе понадобится 1000 элементов? Что такое? Да и... не парься. Делай на блюпринтах. Потом как-нибудь, вот как Стример сделаешь. Да, живу. Какой чай. Потом, когда уже сделаешь сам проект, взять, заменить массивы вот эти огромные на свои циклы, точнее, заменить на свои, не то что большая проблема. Слушай, он издевается? Он не может найти гейммод? Ого! Я вот тоже начал в свободное время свой проект. Позавчера создал проект, вчера добавил чара актерам, сегодня настроил папки. Так, спасибо большое, во-первых. А во-вторых, это хорошо. А что за проект планируешь? Ну, это подготовительные такие создал там, классы. У меня тоже такая история есть. Когда, ну, у меня она особенно, когда я что-то не хочу что-то делать, но надо что-то поделать, я хочу делать, я классы начинаю создавать. Какие-нибудь там поля, там заготовочные методы там посоздавать. Ну, пустые, в смысле, просто объявил. Ну. А что за проект планируешь? Так. Еще раз спасибо. Патерны заводят. Ну, типа того. Пятерок. Я сейчас написал менеджер управления толпой, там у меня массив с 2-4К инстанчи объектами, и через цикл двигаю их. Шутерок для начала. Шутерок, это хорошо. Так. В какой? Ну, просто сеттинг там. Или как? Ну, сюжет или просто пострелушка. Так, хотя шутеры с сюжетом таких нет, по-моему. Те это просто пострелушки. Ну, ладно, короче. Так, я сейчас написал менеджер управления толпой. Там у меня... Так, у Unreal есть уже менеджер управления толпой. Тебе не надо будет этим заниматься. Так. Можно мне гейммод, пожалуйста? Уже есть. А как называется? Называется... Там есть и компонента, по-моему, но я наследуюсь от контроллера Detour Crowd AI Controller.
И вот он управляет толпой. Хотя, смотря что ты подразумевал под управление толпой. Там есть у него какие разные параметры, и ты тут можешь настроить их. Ты, там, обычной штучкой так ввел, и все. Ну, там условно, чтобы они оббегали друг друга. Не толпились, то есть держали дистанцию между друг другом. Вот такую вот фишку. Ну и прочее, там, допустим, для оптимизации там другие фишки есть. Он там по-другому называется, там другая фишечка, но тоже есть. Как называется, не помню. Короче, я вот тут-то ввожу его, да? И у меня его нет. То есть его через этот надо будет менять. Но это все равно там только делается, поэтому какая разница? Зачем отдельный класс заводить? Я шутеры люблю. Думаю, ну вот сделаю. Пришла мне гениальная идея сделать игру со способностями в виде игровых багов. Типа поставить врага в Т-позу или провалить под текстуру. Говорят, сложно, но возможно. Почему сложно? Просто манипуляции с объектами. Какая разница, ты манипулируешь там... Управление условно 5000 юнитами одновременно, разделение их 3-5 групп, у каждой из которых свое направление и свои цели. Но в целом они по большей части очень тупые, идут напрямую и обтекают препятствия и в идеале не сталкиваются друг с другом. Ну вот это вот есть в Unreal. Вот эта фигня есть в Unreal уже. Ну это надо гуглить, смотреть, как она называется. Это вот, но это все есть. Оно там само управляет. Там буквально там две галочки поставил, и все у тебя работает. По поводу... Это, значит, прикольно. Ползаете. Ну, это вместо заморозки ты просто базовую вот эту вот анимацию, точнее, ну, как позицию его ставишь. Это несложно. Просто это надо как-то объяснить игроку, чтобы не было... Если есть, то я просто после переезда беру и переезжаю на Unreal. Плюс один анреловец. Сюда. Как я там... Надо... Ой, пожалуйста. Этот вот. Так. Молодец. Я вроде гуглил, но не особо хорошо. Просто еще проблема в том, что такое количество объектов ты вряд ли будешь делать через спавны или подобные класс объектов. Не-не-не-не-не, ты чё, конечно нет. Не-не-не-не-не, у него там свои приколы есть. Конечно, ни в коем случае, ты чё, гонишь? Не через спавны делается это. Там иначе вся эта история. А они там их отупляют, и они там по-другому, короче, работают. Но у них есть специально под эту всю фишку. Так, геймплей-эффект. Это какой геймплей-эффект? Это геймплей-эффект, который нам дает exp reward. Exp reward. Exp reward. И самое интересное, что у него те параметры, которые, они должны быть... Они должны быть назначены. И... Короче, он должен будет левел отправить exp current и exp max. Просто вот я фигня. тут делаю через инстанчи объекты, но из-за этого нельзя анимации прикрепить. Для этого собирался использовать WebShader. Страшная вещь. Ну, вот у Unreal все есть. Вот Unreal почему и сложен. В нем много всего, в нем почти все есть, и почти все тебе надо отключать. Или настраивать все это, чтобы оно работало нормально. Так он, ну, все на старте. Что-то смахивает по описанию, это больше не управление толпой, а поведение роя. Ну, ты ж как бы, ну, толпа ройка.
Я люмен и наниты отключил от греха. Да, это я знаю, что у него много чего есть и надо правильно его настроить. Ну, это да. Но люмины наняты. Ну, наняты с нанятами сейчас вот выйдет 5.8. А, кстати, еще хотел поговорить о том, что вот как-то замедлились патчи. Летом аж выйдет, по-моему, 18-го в релиз 5.8 выходит. Ня. Июня. Или ля. Ня или ля, не помню. И... В общем... Попался. Волчара. А надо наоборот, чтобы сработало. Привет, попался, да. Всё. Люмины и наняты. Ну, люмины там у них уже получше все. Это с нанятами еще будет все получше в 5.8. В общем... Смотря что ты делаешь, короче. У меня Смотря, закончилась подписка на Гемини бесплатная на 3 месяца. И надоело писать. Вот и патчи замедлились. Но зато теперь за 250 рублей предлагает на полгода. О. Гемини это хорошо, да. Это, кстати, кодекс, по-моему, так называется. Вкусил. Подключил, такая просто жесть. Прописал, пошел чай делать, приходишь, все уже написано. Так. Но, правда, даже кодекс, который полностью имеет доступ к твоему этому, что меня удивило, он в код-стайле пишет. Вот это мне понравилось. В том код-стайле, в котором проект написан, он его пишет. Он также эти называет, поля всякие, там, методы. Но вот некоторые фишечки он все равно, он как-то иногда что-то не то подключит, что-то не тот метод вызовет, которого... Ну, все те же приколы, короче, которые с Unreal. А еще есть и агенты. Ну, так это вот он и есть. Кодекс. Ну, он тут мне ничего не фиксит, я не делал, я не знаю, можно ли вообще сделать его сюда, подключить к визуалке именно. Чтобы он мне здесь сам создавал. Но я что-то не хочу, чтобы он создавал. Я эти истории постоянно мне попадаются, как и агент что-то похерил. Не, я так не хочу. Так, это значит у нас... Да, они могут. Ну вот, не надо. Я... Включать не. Я ему дал задачу, несколько задач я дал в этом проекте сделать. Он, по-моему, разворот делал у Enemy, чтобы он поворачивался там. И еще какую-то залупу я ему дал. Давай. Делает там на 200 строчек, он туда в херак засандалил. Удобно, классно, но надо править. Надо править, потому что тоже по оптимизации там некоторые моменты, то есть он не кеширует. Ну, тот же Get World, он может пачками там настрочить тебе, чтобы записать. А ты про агенты. Да, агенты умеют такое, но фактически это прослойка между моделью, а работает за счет того, что фактически разбивает запрос на множество мелких и собирает результаты из ответов. Ну, да. Ну, в общем, короче, штука прикольная, но в Unreal тебе по вайп-кодить именно то, что просто так вот побросаться запросами, ничего не получится. Оно, чем больше будет становиться, тем оно херовее будет, скорее всего. Потому что он у меня даже сейчас там с инклюдом, как я говорю, ну, он не подключил штуку, и она просто компилятор у тебя ругается. Да, именно так. И с методом. Понятно, что если ему указать, он, скорее всего, его исправил, но мне кажется, чем больше он будет становиться, тем он будет херовее и херовее. Прям очень херово. Так, эксприворд нам надо. Это не совсем эксприворд. Как нам назвать, что вот это это не награда именно эксп, это как бы эксп-инфа. Именно поэтому я сам держу всю архитектуру и просто прошу писать отдельные блоки из функции или функцию скрипт целиком. Ну... Delivery, exp-delivery, то есть это доставка, как... Вот я хотел доставку вписать, как переводится, и вспомнил. Delivery у нас же идет. То есть exp-delivery. Нормально? А как пишется?
Delivery. Да, так пишется все правильно. Delivery. Вот так вот, Exp Delivery. То есть это осуществляет по факту он доставку. То есть он изменит level, он overrident его. Level Exp Current Exp Max. Но это чисто надо для визуального отображения. То есть основной параметр у нас находится здесь, на сервере. И все. Exp Delivery. Все, мне нравится. И он должен будет его запустить. Но вот тут как раз и будет наши таги использоваться. Heal, Damage. А по XP есть что-то? Fire, Passive, Active. Online, Physical, Active, Regen. Нету. А вот он должен быть. Это Heal. Я агент юзал с локальной моделью. Ради интереса посмотреть, сколько в итоге запросов будет, и немного пофигел. В итоге на один запрос он породил боль 50 запросов в модель немаленьких. Это как... в смысле, он разбил задачу на 50 этих? Успех. Подожди, я еще раз думаю. Вот у нас как идет? Просто это ж вызов. Надо делать от этого. Как бы. Не, я хочу Да, одну запустить. небольшую задачу разбил на 50 запросов. Успех. А это ты смотрел чисто просто интересно или потому что там ну, оплата по количеству запросов? Ну, условно, там в месяц там 1000 запросов. Так. И... Ну так, сдвинем его. Не в нас был. Дело. В Delivery давай поставим... Ну там зависит от того, на что ты натравишь этого агента. Можно же натравить на всякие платные. Я примерно посчитал, во сколько бы обошлось это, и понял, что ну немало. Ну, да. А, кстати, насчет этого обошлось. Подтвердите или опровергните мою мысль. Вот есть же люди, которые против ИИ там и прочего. Вот если ты против ИИ, тебе стоит им наоборот как можно больше пользоваться или наоборот не пользоваться. Почему я думаю, что стоит наоборот больше пользоваться? Потому что сейчас конторам, которые
нам предоставляют эти услуги ИИ, там ГПТ, Gemini и прочее, им вот эти вот запросы тратят кучу Если примерно, то ресурсов. вышло за один запрос около 1500 рублей. Успех. Так вот, им вот эти вот запросы все стоят денег, а с них они ничего не получают. Поэтому... И чем больше ты им пользуешься и выдаешь туда какой-нибудь шлак, тем им хуже. То есть ты как бы ведешь его к тому, что он загнется. И как вы мыслили? Вот это? Что, наоборот, надо больше пользоваться. Если все резко начнут больше пользоваться, то все как бы... Все. Денежки закончатся. Сколько там стоит один запрос? Когда ты пишешь спасибо. Умно. Так, у нас есть этот товарищ. Open full blueprint editor. No, this is a data only blueprint. So only the default values and shorts. It does script if you want to add some. Open blueprint. А как вот это вот сделать, чтобы data only была? Data only blueprint. Ну, обратно вернуть. То есть вот мы ее открыли. Зря я сюда полез. Мне кажется, я зря сюда был. Читаю очередную корейскую мангу про имба ГГ. Он уже с детства очаровал кучу девушек, но с последними главами кажется, будто авторы решили слезть с темы гаремника. Это настораживает. Непорядок. Так дело не пойдет. Такое осуждаешь, да? А как сделать? Неужели, ну как, что, нельзя что ли? Я хочу научиться делать это. Это я еще тестировал на модели Quen 3.5 шейдер, которая весит 40 ГБ. Вторая косаря запроса, это жесть. Но это только к этому относится, к... Ну, отлично. А что, так можно было? Подожди. Dog to sidebar, смотри. А вот это можно так сделать? То есть я могу, подожди, а это жимба. Наткнулся на другого стримера, у которого чат озвучивает Алиса. Он сказал, что ему с 44-го года, и теперь я имею примерное представление о возрасте тех, кто ставит озвучку сообщений. Я помладше буду. Ля, это прикольно. Это ж прикольно. Это ж прикольно, смотри. Бац, и у тебя здесь открыто все. Можно его больше сделать? Я шатал, так его больше можно Ну, сделать. кто знает. Тот стример тоже выглядит лет на 10 младше своего возраста. Здесь его, ну, неплохо, хорош. Подожди, док, смотри, что есть у нас тут. Это жимба. Я так я понимаю, я как этот СДВГшник вот это вот прыгаю туда-сюда, оно так и есть, но смотри, что интересное нашли зато. Никто не сказал, никто не подсказал, ну вы бяки. Так это же удобно.
А еще он старается играть в Елду нормально, а не через мага-чародея-кавалериста. МБ на самом деле ты старше его. Кто бы говорил, человек, у которого вечно что-то болит. В смысле, сделал нормально? Не через... слушай, вот эти вот истории, что нормально играть с двуручкой, с этой, как его, с двуручкой ищейкой, да? Знаем мы этих двуручников-профессионалов. Так. Смотри, имба какая, а это можно туда даже... Не, ну это мне не надо туда же. Так и аутлайнер можно на док поставить, смотри. А можно выше теперь тебя сделать, нет? А еще я заметил, что у Ларисы озвучка чуть лучше. Не такая роботизированная. Да, ну. Что поделаешь. Смотри, Navmesh выбрали, в Details переключились, и вот все наши приколы есть. Можно World Setting сюда же добавить, и World Partition сюда же добавить. Имба! Я на том стриме похвастался, как я радо нагасил 9 часов через парирование. Меня похвалили. В Елду хорошо. нормально играть в труселях и с палкой-дубинкой, а все остальное это для казуалов. Да. Тут принимается. Смотри, так мы можем как его растянуть, вообще на полэкрана растянуть, и вот удобно все. Details растянуть на полэкрана. Блин, ну это вообще бомба. Артмарис шарик. И все видно, все Слушай, какая имба. О, какая имба. Ну тут так не надо. Ну тут вот просто имба. Я Details взял, нажал. Аутлайнер меня единственное, что драконит, то что аутлайнер, я не могу подвинуть их здесь. Я очень хочу их подвинуть. А можно... Ну он же закреплен как-то его... Ну да, я тебя сейчас... Не дает подвинуть, ладно. Будет, значит, так. Не, меня это печалит. Давай все сейчас анлочим. Unlock. Первым делаем, что мы делаем? Outliner ставим, правильно? Правильно. Dock to sidebar. Все, есть. Вторым мы ставим этот. Потом World Settings, потом World Partition. Все, теперь все хорошо. Блин, и засранец мне все сбросил. Все параметры. Вы появились в N-вкладке, но ему все еще далеко до блендера. VPSN вкладки. Да, это и было, походу. Ну, слушай, вот это вот прям имба. Это прям имба. Но это ж пипец как удобно. То есть ты взял здесь, выбрал, что тебе надо. У тебя оно большое. Ты весь список видишь. Ты и спокойно ты вот взял. Допустим, меня интересует Player Start. Я открываю Details, и вот он, Details удобный. Не вот там вот хер знает где вот эту мелочевку смотреть. Вот он большой. Большой, красивый. А теперь что мы делали? Теперь я хотел открыть вот эту вот фигню. Как ее открыть? Теперь это надо как-то додуматься. Сделать. Файл, может, tools какой-нибудь. Файл, edit, asset, window. Ой, смотри, стримеру и хвалит. Green, find, replace reference. Палате, что за палате? Палате, да, проводят это. Edit properties. Но это отключит его полностью. Имба это то, как я для блендера написал кнопку, которая экспортирует 3D модель со скорректированными длиной анимации, скейлом скелета в формате FBX. Copy reference file. Не, ой,
не надо открывать. А, Так непривычно теперь. Ну, такое большое. Теперь можно здесь тестить, наконец-то, здесь запускать все эти штуки. Ой, деньгат, увидев breakpoint, иди. Правда, аутлайнер теперь скрывается, мы не можем его зафиксировать. А, мы можем его зафиксировать вот так вот. Вообще кайф. Вообще кайф. Для теста взяли, зафиксировали аутлайнер весь, вот он. Взяли, убрали его. Вообще. Какая же жесть. Да, аутлайнер можно вон вот эту тут пипку. Пипку. Details большой. Да, большой. Хорошо, ладно, наигрались. Вернемся к нашим проблемам. Точнее, не проблемам, а этим. Блин, как же... Не, я у ГПТ спрошу. Так, все, я спросил у ГПТ. Сейчас он нам ответит, и мы будем знать, как это круто делать, да, нет? Когда ты нажмешь результат only, движок больше не возвращается в его автоматический. Как вернуться? А эпиковские еще туповат? Ну, я им не пользовался. У них же сколько уже 4 этого вышло. Я им пользовался, когда нулевка была. Ну, то есть только-только вот вышел 5.7. Потом я им не пользовался, по-моему. И вроде у них там в патчах было написано, что они что-то с ним делали. Поэтому, может быть, он уже не такой. Так, удали все из event graph. Скомпилируй, закрой, снова открою. Если нет, за график открыть, это, например, быстрое распределение иногда помогает. Файл reload. Или просто закрытие. Важно blueprint, если узел маленький для, если ты часто работаешь для таса, удобней. Edit blueprint editor, always open full blueprint editor. Включить это, чаще будет reload. Говорит, все удали и сделай reload. Что такое reload? Duplicate, delete, create. Save, delete, access, action, наверное, здесь где-то. Вот, да, reload. Вот. Так вот. Ну, странно, могли бы кнопочку добавить, если честно. Мешало кнопочку добавить какую-то вот тут вот в параметрах. Шлеп. Ну ладно. Так, что нам надо? Нам надо exp delivery. Это он делает единожды. Modifiers. Он влияет на level. Вот этот. Add. Не add, а override в данном случае. А в принципе они все override. Он будет просто оверрайдить их и новые значения присылать, да. Override. И вот тут начинается очень интересная фишка, потому что он должен передать свои туда значения. Атрибут base, но дело в том, что у него-то нету атрибут сета. То есть set by color. И вот тут начинается интересная вещь. Что он мне предлагает через эту фигню делать. Которую он мне, кстати, раньше там говорил. Через колор, где он это делал?
не то. Вот, через spec handle, то есть ты передаешь туда и передаешь туда свои параметры. Shadow, color, magnitude. Handle, то есть через spec handle. Нам надо, короче, таги создать на вот эти три. На exp и на эту фигню. И это, кстати, звездец. Это, кстати, большой звездец. Потому что он будет это постоянно, когда enemy, что-то надо придумать с этим. Это же он будет постоянно создавать новый класс, добавлять эти обилки. Это что-то как-то сильно, не? Короче, коли уже GES используем, чисто на пофиге делаем как этот. Он будет светло, потом будем с ним разбираться. Нам надо теги создать для левела, для текущего экспа и для максимум экспа. Как раз то, что мы передаем здесь. Вот это вот. Level, exp current и exp max. Идем в наши таги. Идем в наши таги и создаем эти таги. Так. У нас есть тут дата. Мы, наверное, дата level сделаем. И днем будем держать. Делать сюда. Так, дата level. Дата level. Level. Так, level. Я, наверное, буду по очереди делать. Где он там? Level. Так. Level exp. Можно было бы, конечно, exp, current и этот вообще как два тага отдельных сделать. Ну, то есть, вот такая вот история. exp.current. Наверное, так лучше будет. Еще в него что-нибудь засунуть. Наверное, вот так вот сделаем. Exp current. Хотя, опять же, чем больше вложенности, тем все ему фиговей. Exp. Тем медленнее оно работает, тем больше оно весит. Я понимаю, что это вопрос в байтах, но... Тем не менее. Так. Хорошо, тут мы перезапускаем. Так, хорошо, есть level. Data. Level. Level. Добавляем. Right. Exp current. Set by color. Data. Level. Exp current. Это compile. Compile же у меня как save, да? Success, да. Да, success, значит save. Это хорошо. Так, дальше у нас exp max. Add
Right. Я вернулся. Чё, как оно? Это хорошо. Чё, как оно? Да, отлично все. Делаем эксп. А чё делаем вообще? Игру делаем. Игру делаем. Эксп Delivery. Хорошо. Сколько классов, я в шоке. Это просто забей, сколько их будет. Так, все закрыть. Сейчас в плюсах покодим немножко. Ну я читать умею. Но я имел в виду какую игру конкретно. Какая идея? Блин, как же Vampire... Как же тяжело это говорится. Vampire Survival Diabloid. А как? Подожди, было Vampire Survival... Vampire Action Survival Diabloid. Ну да, Diabloid. Vast. Или как там написал? Артмарис. Что там было? Блин, сильно далеко надо отлистывать. А, вот. Vampire Action Survival Diabloid. Вот, да. Вас был. Да, Vast. Так, где мы это делаем? Вот у нас наша история. Теперь мы должны к этому товарищу взять его и применить. Ну а я тогда ордера Гуэлики походу. Да, хорд, роглайк. Да. Так, я скопирую то, что мне тут ГПТ предлагал. И мы сейчас это будем исправлять под себя. Так. Как любитель он, блин, переносить все на следующую строку. Так, у нас тут, во-первых, этот. Во-вторых, спек, пожалуйста. Кстати, он не меняется. И плюс этот. Сейчас мы все подправим. Const. G init enemy stats make ongoing spec. Gameplay эффект. Мы сюда этот геймплей эффект передаем. Delivery. Потом level, а потом make effect context. Ability system component. Подожди, а зачем мне спек, если он его нигде не применяет? Ой, я изменил спек, вот сюда нужно передавать. Осуждаю. Вот. Хорошо. И понеслась. Он должен 3 передать. Это tag level. Tag level. Достать наш level. Что за дата? А как он из него достал дату через точку? Дурак, что ли? А почему через точку? Set by color magnitude. Подожди. Спек. А при чем здесь... Ой, блин, все перепутал. Через спект, вот. Потом tag exp current. Exp-current. Вот что удобно, классно сделал, потому что можно навести, посмотреть всю эту. Почему вот эта вот штука, что тут добавлена. Вот это вот. Во-первых, чтобы тут видно было, что по пути и как. А во-вторых, то, что когда мы наводим, нам видно весь путь. Мы наводим вот data level. И как data level exp current. Так, exp max. Хорошо, это мы передали туда его.
Мы его туда передали, и он полетел. Хорошо, хорошо, хорошо. To self. Спек — это преступник из боец-баки, который запихнул мужику в рот кучу патронов, захлопнул ему челюсть, и они взорвались. Именно. Так, спек нам заново создавать. Нет, случае. Конст. А ничего, что он конст, он ругаться разве не будет? Что он тут достает из них и сеттеры делает, это ж не пойдет так дело. Ему нормально. А ему нормально, ну... А потом он если этому нормально, мужику это прострелил нормально. колени и все равно проиграл. Грустно. А, после этого всего нам нужно сделать следующее. Нам нужно вот этот эксп, который у нас, сделать такую фишку. Это exp current. Exp current плюс равно exp. Дальше if exp current больше либо равен exp max, то level у нас идет увеличение. Exp. А ты уже готов ответить на вопрос? Какой вопрос? Вот это вопрос, конечно, ты готов. Почему пропадал? Ну, если на паблик, то только завуалировано. Ну, то, что были свои проблемы, так сказать. И вот не до стримов. А если в личку, так сказать, могу чуть поподробнее. А что, интересно прям? Exp current равен 0. А вот exp max, я бы тут, конечно, поигрался бы с ним. Да просто скажи, что не готов. Че ты малину тянешь? Я не готов. Не готов сказать, ответить на вопрос? Не готов ответить на вопрос. Так. Exp. Подожди, так они мне и так заданы здесь. Приколы. Ну, давай 10. Как бы так обозвать его? Вообще, по-хорошему, там нужна курва. Курва. Там курве, по-моему, как-то курва мы напишем. Это инфо from курва. Сейчас напишем с рофлом. Потом, когда я к этому вернусь, идет чувак, скажет, что я не знаю, как это пишется. Так. Ну, я не помню, как пишется, но так, но Вот я тут с недавно приколом Kingdom Come написано. прошел. Там это дефолтное слово. Первый или второй проходил? Хотя, наверное, если бы второй ты починил, что это вторая часть была.
Пу-пу. Пу-пу. Так, ну, по идее, у нас сейчас... ну, делегат нужно еще триггернуть. Делегат триггернуть. Надо еще подписаться на делегат. И делегат здесь триггернуть в этом Первый. случае. Первый. Блин, вот где ты был раньше. Я бы сразу на Unreal начал делать свое детище. Ну, блин, не... ну вот так. Что поделаешь. Сам проходил? Да, я начинал, но оно как-то... Я сюжетно такие, я не могу. Я начинаю, ну, своими делами там заниматься, и я так много делами занимаюсь, что мне уже просто неинтересно сюжет. А ты куда-то, ну, как-то... Дела эти куда-то как-то стопорятся, из-за того, что сюжет тебя дальше должен, а к сюжету возвращаться не хочется. Но я в первом где-то... Меня там в монастырь, по-моему, отправили. Последний квест большой, помню, я там со священником бухал. Это просто моя песня. Там мы такое делали. Да, смешно было. Тогда ты поймешь прикол с тем, как я выманивал людей из домой выстрелами из лука, чтобы ограбить их дома. Просто я сам написал менеджер орды, кастомную физику для них и все это вот. А в Unreal, походу, это все встроенное есть. Получается, я зря страдал эти 2 месяца. Да. Из домов. Да, мог в Дискорде написать и вот бы. Но ты будешь... Этот, там мой плагин зацени. У меня там плагин Священник, мощный. кстати, стал ключевым персом в ККД 2. Ну, прикольно. Плагин я там, видел какие-то видосы, там я выпускал. Видос я там плагин мощный сделал по статам. Ну там, правда, ты с ним не сможешь совладать, если ты в плюсы не полезешь. Ну, в плане того, что он там расширяется, по-моему, из плюсах. Не видел, если ты про YouTube. Про YouTube. Ну, там видос выпускал. Ой. Ну, просто захотелось, сделал кусочек такой плагин. Думаю, почему бы и нет. Почему бы не поделиться. Так, хорошо. Где мой опыт? Где мой опыт? Бам. А опыта-то нет. Так. Я сейчас стараюсь не сидеть в соцсетях и всякой такой фигне, которая съедает внимание. Понятно. Прикольно, ничего не сработало. Давай смотреть, что не так. В ККД 2 священник спровоцировал прикол. Друзья ГГ бухали. Один начал говорить, что дает руку на отсечение, что другой мужик очень меткий начал нахваливать. А ты второй проходил на Ютубе, что ли, если так? Первый или второй тоже прошел? Current. А, эксп 0. Вон, а что, Михалыч, за него экспу не дали, а? А почему у него эксп 0? Я сейчас осуждаю это. Почему у него 0 эксп? Эксп-реворд, вот. Священник сказал, что было бы круто, если бы он реально дал руку на отсечение. Но тот не засал, надел на голову яблоко и сказал меткому стрелять из арбалета. Тот стрельнул и попал в глаз. Вот успех. Да, на ютубе с другим стримером прошел. Понятно. Follow the channel. Благодарствую за follow на Твиче. Еще раз священник сказал, что дал руку на засол. Мощно, конечно, мощно. Так, 10 там опыта, да, дается. Ну, давайте 10 сделаем, чтобы левел у нас триггернулся. Ага, опыт нам не дался. Вот дался, все, добили его. Смотри, 10 опыта дали, и вот здесь полосочка появилась. Вместо ютуба и листания ленты я сейчас просто играю в игры. Это так-то полезнее для меня. Вот разобрался с рогаликами, вдохновился идеями и поддерживаю желание заниматься проектом уже 3-й месяц подряд, когда раньше я уже спустя месяц
Ну, я тоже, кстати, вот пока этот проект делал, ну, до стрима вот чуть-чуть поделывал, я тоже вот в Vampire Survival гонял, в Death Must Die гонял, Йотунхейм, Йотун Slayer, вот, Йотун Slayer. Как-то там, и в Мегабонг. Ну, там, не в смысле подряд это дофига, там по полчаса каждый забей. Ну, в одну поиграл чуть, шел покодил, в другую поиграл чуть покодил. В общем, стимулирую, так сказать, как референс. Вот думал, имеет ли смысл... Я в демке Steam гонял. Хотя сейчас слайд из Пили 2 играю с другом. Ну да, кстати, там куча народу залетело. Как его? Мегабонг. Он недавно вышел. Значит, ты играл вместо стримов. Да. Мегабонг, но как недавно, полгода или год уже назад вышел. Ну ладно, там чуть-чуть на компе. Я не все на компе играл. Сейчас, что хотел сказать? Я думал, может на стримах тут, когда делаем, как референс, запускать каточку, так сказать, в какую-нибудь из этих игр, которые похожи. Я И понял, гонять, что и устал от долгих подсматривать игр, и вот как-то. демки это прям хорошо. Я успеваю наиграться и ощутить что-то новое. Интересный подход. Так, давай на весь экран. Вы полоску увидели. Смотрите, у нас есть красная, зеленая, синяя, и там внизу маленькая такая. Мы его шлепаем. Бац, у нас полоска. Нам опыт дали, представляете? Все сработало. Ну, еще и тут показывает, сколько у нас десяточка залетела. А почему у нас, кстати, полоска не полностью заполнилась? Я сейчас не понял. Если 10 Exp Max. И там нам 10 залетело. Не понял. Стою на асфальте, я лыжи обутые. То ли лыжи не едут, то ли я. Ну теперь я еще через Unreal Web смогу промо-ролики рендерить для игры своей же. А это да, Unreal это тоже позволяет делать 10 больше либо равен, да. Level первый. Так-то он нулевой был, стал первый, да. Exp Current равен нулю. Exp Max стал 12, все верно. Так, а как, если Exp Current он 0, так полоска просто больше-то должна была стать, он не должен был ее отобразить. И вот он передает Exp Current нулевой. Он только Exp Max меняет. И что за приколы? И полоска не отобразилась. Вот второй раз. Это потому что мы его, мол, 2 раза убили, я понял. Рад твоему возвращению. Но мне надо идти. Тут уже в пятницу отправлять вещи буду. Нужно их собирать. А еще нужно бассейн наполнять уже. А то скоро ведь тепло уже будет. Точно, бассейн. Я тоже рад своему возвращению, рад всех видеть. Тебя тоже рад видеть. Вещи, ну, хорошего переезда, что могу сказать. И наполнения бассейна. Так, вот, потому что несколько раз мы убили, поэтому полоска отображалась. Вот мы его убиваем дальше. Я уже и продолжаем. забыл, что я и тут модератор. Да. Вот, вспомнил. Так, вот, опыт у нас работает. Вот, бьет, по 20% добавляет. Бац. Ну, я полоску думаю, это куда сместить. Что, типа, вверх или вниз большую такую полоску сделать. Бац. Хорош, все работает, это хорошо. Теперь надо сделать, чтобы enemy как-то, ну, пуф, хотя бы пуф сделал. И испарился. Значит, вот здесь он enemy death у нас срабатывает. В атрибут с этим. И enemy характеру ему бы подписаться на этот enemy death. Ему бы подписаться на этот enemy death.
Вот здесь он его проверил, но он его не использовал, потому что здесь где-то я хотел, походу, и подписаться как раз-таки на DES. Ну, давайте подпишемся на DES. On enemy. Des.add. New object. Object. Nice. Enemy. Character. Enemy. Des. Des. Хорошо. Apply this. Ну да, сюда пойдет. Apply this. Бла-бла, бла-бла-бла, бла-бла-бла, сюда. Тра-та-та. Там же у нас const float. Он же exp передает. Он же exp передает, поэтому apply this const float exp. Так. Оки-доки. Что мы дальше делаем? Ставим туду. Ставим туду. Des монотаги. Эффект. Niagara else. And more. And more. Вот так вот сделаем, да? А пока что просто destroy. Не совсем. Вот тут не совсем. Хотя destroy-то не сразу его скандалит. Я думаю, на следующий кадр отправить destroy Pinnet Force. Destroy the sector, parameters Pinnet Force, ignore unless called during play, default is false. То есть он заигнорит текущее выполнение всякие разные. Давай посмотрим. Блин, как же мне нравится, что все так прикольно стало. Еще бы на Ctrl пробел привыкнуть в редакторе. Было бы тоже прикольно. Здесь вот эта вот фигня. Ctrl пробел. И ты здесь что-то делаешь. Но эти тогда неудобно. То, что здесь у меня, допустим, одно находится. Здесь... ну давай добавим эти. Блин, он сюда их добавляет. Он сюда добавляет. А это удобно?
Ну, иерархия, вот это вот удобно. А может это даже и удобнее. И не надо 4, один просто оставить. Даже 2, 4 зачем? А ну давай. Close stop, close stop. 2, в принципе, оставить. Логи, правда. Логи как-то... Да не грустишь, я пытаюсь понять, это удобно или неудобно, потому что я сейчас намудрил тут. Ну вот эти вот фишки с аутлайнером, с world settings, с этим, с details, тут все, блин, details переместился вниз, засранца мне. То есть с этим все удобно, ты выбрал, тут все у тебя много его, большое, красивое. А вот с точки зрения вот этого вот, удобно или неудобно там выбрать какой-нибудь... В принципе, наверное, удобно. Бац, и он испарился. Не, я понимаю, что можно было вообще вот этот использовать. Но он... Постоянно его вызывать через Ctrl пробел. Это удобно. Это неудобно. Ну тут по вот этому удобно будет, потому что он большое, а много чего может быть тут открыто. И же favorites может быть открыт еще. Здесь это все тоже может быть открыто, но ты фаворит открываешь, у тебя уже почти ничего нет. То есть бац, понеслась мелочь смотреть. Можно его сюда как-то вынести? Ну и ладно. Ну, логи тоже удобно. Хорошо, удобно. Хорошо, удобно. Все подходит. Бац. И вот нам опыт дали. Отлично. Опыт есть. Опыт есть. То есть опыт мы подключили. Опыт выдается. Единственное, что надо с этим поиграться. Но это будет задаваться в карте. То есть, когда мы выбираем... Или это всегда одинаковое число я хочу. Или я не хочу всегда одинаковое число. Тут непонятно. Но все равно есть параметр. Мы его задавать можем. Хорошо. Окей-доки. Знаете, почему так? Дейс, так чем сейчас занимаешься? Все тем же, только на Unreal? Так. Знаете, почему флот? Я подумал, что он постоянно его в int не преобразовывал. Тут неявно. Вот тут. И поэтому... Все тем же, только там же. Понятно. Бесконечный проект. Если бесконечный проект, за который платят бабки, это ж вообще имба. Это же имба.
Хорошо. Ну, дальше менюшка остается самое интересное. Я открываю Менюшка дихер и блевать уже тянет. А чего? Что тебе не нравится? Ну, у тебя кубики, блин. Я б уже с ума сошел, и кубики. Вот это вот. Вот это открывать, это все окей. Не знаю, будет когда-нибудь тянуть блевать или нет. Ну, пока не тянет. Ну, короче, в общем. Вот оно. Давайте еще вот так сделаем, чтобы вообще было плохо. Тем, кто смотрит. Теперь мучаюсь. С UI, с UI. О, UI это да, тоже приколюшка. А точнее с подсказками для UI. Это как? Это тултипы вот эти вот? Так, менюшка. Мне нужно либо мы сейчас делаем менюшку начальную, первую, да, то есть которая стартует вот это вот. Либо мы идем к менюшке, которая бонусы дает. Наверное, те, которые бонусы дают. Как сделать кастомный навмеш по тапинке? В смысле? Тултипы. Тултипы, да, это такая история. Кастомный навмеш. Я, допустим, сделал через браш. Ну да, ну, ты имеешь в виду построил его, вот это Конвертировал нарисовал. его в навмеш. Ну да. А он мне сделал сраный квадрат. Сейчас, если я вспомню, я А даже я покажу. хочу круг. Сейчас я тебе покажу. Если я вспомню сам, как это делается. Я тут в своем новом интерфейсе сейчас еще не разберусь. Так, первое, что мы делаем. Мы делаем... первым делом, знаешь, что мы делаем? Мы идем в топ. Да. Нарисовал. Потом мы идем... Brush Editing. Pen. Pen мы идем. Мы идем в Pen разве? Вот я не помню как. Вот этим вот, да, вот так вот ты рисовал, да? Давай тогда напоминай мне. А вот пробел, да? Вот допустим я рисую. Раз. Два какая-нибудь там, я не знаю. Три. Главное сейчас что-нибудь нехорошее не нарисовать. Давай вот такую вот закорлючку сделаем. Все, допустим, вот она есть. Нажимаем Да, Apply. Нажимаем Пробел. Apply, Select. Да, я уже. И включил лид. Возвращаемся в этот. Замедлимся. Так, в Details. Вот тут Brush Selected Type Nav. Nav Mesh Bounce Volume мы ставим. Потом сохраняем. Все это нет. Я уже забыл, как сохраняться. Гениально. Ну вот. Все. Так, Details. Outline. Мой NavMesh мы пока уберем. Ха-ха! Конверт ищи. В смысле конверт ищи? Разве не вот этот вот Select Type? Nav Mesh Bounce Volume. Ну так я его уже выбрал, Nav Mesh. Nav Mesh Bounce Volume. Квадрат. Да, он квадрат. А почему? Какого лишь он квадрат? В смысле, я же рисовал сам эту фигню. Здесь location don't spawn is still collision. Я кольцо делал, оно мне квадрат сделало. Это не та фигня. Скрин смотри. Вот. Хрень. Да, ну, скрин, это я тебе верю. Мне надо будет по дорожке нарисовать навмеш, по которой мобы будут идти.
Не, я понял тебя. Но вообще, если тебе помогут, то сплайн лучше использовать, по сплайну их пускать. Так лучше будет, чем на вмеш. Ну, есть еще один вариант, как можно сделать. Врубаешь топ. Смотри. Браш. Пен. Не, они будут некрасиво по сплайну идти. Не, ты не понял. Не ехать по сплайну. Ты в сплайне точки можешь задать. Я хочу сделать динамика дамаги с радиусом. Подожди, я уеду. Нав. Ну, вот такую вот вещь я тебе могу предложить. Вот. Как решение твоей задачи, если тебе не нравится сплайн. Но я имел в виду сплайн, ты же можешь там точки нарисовать и пустить их от точки к точке. То есть сделать логику такую, чтобы они шли к первой точке. Дошли до первой точки, пошли ко второй точке, пошли к третьей точке и так далее, и так далее, и так далее. То есть вот у тебя есть сплайн. Сплайн mesh actor вот этот. И... Да уж неудобно так. Надо их чуть поменьше делать. Вот так вот. И вот у тебя они есть. Ты их берешь и... Сложно я пытался. Ну там код надо прописывать, конечно. Ну, там как-то он добавляет, скорее всего, эти сплайны отдельно. Можно они вытаскивать. А он в них и нас ставит, да? Потому что это этот. Ну, в общем, у тебя есть вот этот список этих сплайнов, точек. И ты пошел их, вот у тебя их тут 4 штучки, там 5 штучек. И у тебя же список этих всех есть. Ну и пошел. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вот он прошелся. Если эта штука тебе не подходит, то... ну, я могу только предложить это вот эту вот вещь. Это вот использовать. Они неузабельные, эти кривые. А Давай. как ты их выдвигаешь? Шаман, здорово. Через Alt. У меня просто один длинная. Через Alt. Ну, это стандартная фигня, то есть ты можешь сдублировать все, что на сцене, просто зажимаешь Alt и тянешь. У тебя дублируется. Вот эту вот штуку я могу тебе предложить. Если ты хочешь на вмеш сделать, тут у тебя прям вот все только так и никак, то вот. То есть у тебя есть просто на вмеш, даже не вот этот, а... Тю. Я, наверное, сильно много его, да, сандалил? Да, что-то сильно много. 1000. А в КС 1.6 вместо навмеши были вейпоинты. Сделаем. Вот такую вот фишку. Вейпоинты. И я тогда хочу в конце сделаю таргет замок. Ну, в общем, вот такие вот штуки я могу тебе предложить. То есть ты их берешь, делаешь и строишь через них. То есть ты идешь от обратного. То есть ты не говоришь там, где можно, а ты наоборот помечаешь там, где им нельзя. Ну вот, допустим, edit можно взять и просто-напросто увеличить эту площадь. Я помню.
Как качал картусы нет, игра начинала генерить вейпоинты, а боты собирались в одной точке и застревали. Так, ладно, вот это все берем. Так, я нашел этот неудобно очень в плане неудобно. Тебе надо Details, он закрывается. Тебе надо Outliner, он закрывается постоянно. А можно как-то зафиксировать кнопочкой? Есть какие-то слово? Там нажал Tab. Что еще это такое? Нельзя. Конечно, удобно, но. Ну ладно, может быть дело привычки, посмотрим. Потому что всего чуть поменьше надо было это, да. Потому что центр у тебя как бы смещен сюда, поэтому. Слушай, а если сделать вот так? Аутлайнер мы оставляем. А этот мы наоборот здесь держим. Вот как раз таки вот таким вот образом. Partition мы держим здесь же. Details побольше держим. Вот так плюс-минус как-то получше, наверное. Так, по поводу левела. Нам надо подвязаться на этот левел. То есть у нас что-то должно произойти. Что должно произойти? Они застряли. Ай, ребята. Оп. Где мой опыт? Так, опыт дали. Опыт дали. А! Он же не перебрасывает остаток. Точно. Там же не сделано остаток не перебрасывает. Блин, а это какая-то некрасивая история, когда остаток не перебрасывает. Мне не нравится. Надо это исправить. А если этот, то нам нужно понять, насколько он переброс пошел. То есть... Float, const... молодец. А зачем мне вообще создавать поле? Перемену это? Если я могу просто сразу это сделать. Зачем так, если я могу сделать Я так? вернулся. Что рассказать О. насчет управления толпой? В Unreal она есть, но она базируется на характер-компоненте, поэтому она не подойдет для 1000 юнитов. Но я думал насчет Unreal в плане использования Ниагары для орды, так как нагрузка идет в видеокарту, которая будет очень быстро просчитывать всю эту орду. Но там другая какая-то фигня используется для прям именно толпы. У них есть какая-то штука. У них есть еще массантиты вроде, тоже вариант,
Но без Да, С никак, во, она еще в бетке. вот это вот, по-моему, штука. Вот, и лишний опыт нам дали, все. А то как-то что-то мне не понравилось. Там осталась пипка такая маленькая, а мне опыт лишний не дали. Что за фигня? Мне не понравилось вообще. Ну, формулу я, наверное, бы... ну да, надо просто брать с курвы его. Просто там прописать, сколько опыта, да и все на каждый уровень. Потому что я не хочу, чтобы он как-то равномерно рос. Хотя, ну это тупо, наверное, если он не будет равномерно расти. Ну, то есть, условно, на первый там, на 10 опыта больше. Потом на 15 опыта больше от предыдущего. Если Потом на Майсон Кит будет не 16. забагованный и нужно будет самому что-то на плюсах писать для него, то тоже вариант. А пока самый подходящий вариант Ниагара. Ну, Ниагара... это интересно, конечно, но если он у тебя как объект что-то должен делать, там, то... попробуешь, расскажешь. Я еще вот думаю по поводу экспы. Может быть, не так мы сделаем, а вот так. Exp Max плюс. Просто не хочу плюсы учить. Там учить их. В вайп-коде. Нормально будет тебе. И умножить на вот это вот. Такую вот фишку мы сделаем. Плюс 2 и умножить на... Ага, спасибо. Только нейронки плюсы с шарпом путают часто и такую шляпу пишут. Я уже тогда лучше сам выучил плюсы. А нейронки плюсы с шарпом путают? Ты что ты за нейронками такими пользуешься? Перепутать два языка, ты чё? Гемини, Чипкупт, Клауд. А где ты такой опыт у тебя был, что у тебя перепутали они? Один Чрачкинг, 2 Поперья, 3 Чуриаус. Они часто мешают плюсы с шарпом. Странная, короче, хетка у тебя. Это что, плюсы с шарпом? У меня вот такой проблемы у меня никогда не было в Unreal. Плюсы с шарпами помешались. Когда это было? Лет 10 назад. Я ведь пытался уже плюсы учить с помощью нейронок и даже не смог написать управление на плюсах для перса. Ну, странная, короче, история. Ну да, может, там лет 10 назад нейронки путали. Но это, короче, так, я с таким не сталкивался, поэтому для меня это было странно. полгода назад. Это какая-то странная история. Плюс, ну, нейронка попутала плюсы с шарпом. Ой, все удалил. Я кобочку удалил. Надо туду поменять, наверное, формулу как-то. Так, сделаю. Может, Буду это думать, был что... дипсик на собственной машине? Дипсик верю. Дипсик мог. Я вопросики поставлю, чтобы потом завтра, послезавтра думать, что за вопросики ставил, что я имел в виду под этим. Ну, мне здесь просто формула, она... Это формула, конечно, это здорово, но я не уверен, что она такая и... Нет, у меня нет таких мощностей, чтобы запускать дипсик на своем компе. Ладно, я пойду дальше делать дело. Давай. Еще я думаю, вот эту двоечку добавлять до, вот как сейчас, или после умножения. А там мощности не нужны для запуска, но каковы мощности машины, таковы и ответы.
А, Ну, просто здесь по факту сколько, 2,2 добавят по итогу. А так просто 2. И потом увеличит. Увеличение пойдет. На следующий уже применят от него 20% возьмет. И какие нахер 2,2, 2,4? Вот. Насчитал. Ну ладно, давайте до. Давайте до пока оставим. Не то, чтобы сильно важная история. Так, нам надо виджеты, чтобы было. Я уже подготовил виджеты. У меня тут есть карт и карт choice. Вот такие вот я посоздавал. Пустышечки. Будет продолжение Балдуры. Когда-нибудь, когда-нибудь. Ну, пока мы вольемся в ритм обычных стримов. Вольемся в ритм обычных стримов, а потом посмотрим. Так, Xbox. Так как это Enemy Manager, я что-то с этим хочу сделать. Может, напишем сейчас Find Location for Spawn? По вайп-кодим? Как вам идея? Давайте по вайп-кодим. А давайте попробуем по вайп-кодить сейчас. Так, под конец, так сказать. Ну, закроем. Вот это вот сделаем. Что мы добавили? Я не помню, что мы добавили. Полетел. 7. Все ли у нас тут работает? А то сейчас еще хуже сделаем. Так, все работает. Погнали, опишем кодексу этому. Давай, что нам надо? Подробно. Вот это надо было тоже скопировать. По вайп-кодим, по вайп-кодим. Давай попытаемся взломать серваки фромов, чтоб я мог получить полную документацию по работе движка фромов. Это ты классно придумал. План у вас классный. Но взломы такие мы осуждаем. Так вот. Сейчас большой промпт напишем. То есть нам нужно... Вот я ему написал, что вот сейчас у нас локация передается. Нам надо, чтобы у нас первое, ну, базово, учитывалось, что он в меше находится, что за пределами экрана пользователя, что он не застрял, что он не... Ну, то есть может двигаться, может найти путь. Вот эти вот сейчас все условия мы ему пропишем. И посмотрим, ну, во-первых, как долго он будет это думать, а во-вторых, потом посмотрим, что он сделал. Вайп-кодинг. Так.
Так, первое, это вне экрана написали. Потом нас интересует, чтобы... Так, еще раз, сама точка надо находиться на мыши, может быть. И так далее. Еще не на навмеше, путь построен должен быть. Путь построен должен быть и... Не навмеш, фу, наоборот, навмеш, путь. Проверка, застрял или нет. Так, так, пока не найдет подходящую точку. Так, ограничение, чтобы не было бесконечности. Ну, это чтобы он в цикле, когда делает. Чтобы он там в бесконечность просто не ушел. Искать эту точку. Ага. Не дальше 2 экранов. Посмотрим, как он это сделает. Не, 2 экранов не так. Ну хорошо, допустим. Вот так вот не удалось загрузить окружение. Вот это ты приколист. Приколист, конечно. Давай я тебя перезагружу. Есть контакт. Все, полетел. Запрос полетел, ждем, вайп-кодим. Все, вайп-кодинг полетел. Ждем. Работает над нашей задачей. Посмотрим, что там на вайп-кодит. Блин, просто что-то мне впадло самому. Я этот же спаун писал много-много раз. Сейчас на вмэш эти подключать. Не хочу. Более сейчас под конец. 4 часа уже прошло. Блин, как быстро время пролетело, жесть. Уже быстро. Нет, быстренько посмотрим, что он сделал. Там повставляем. Поглядим, работает или нет.
И закончим на этом на сегодня. И завтра уже придумаем вот эти бонусы, как получать. То есть, когда мы левел получили, какой, ну, вот эти плюшки. Но если он новые создает, то тогда надо будет... а что делать? А как получить? Вот а как он знает, плюс там или минус? Их надо копить тогда, скорее всего. И считать просто. В таком случае. То есть либо левел считать. Ну, как-то надо, да. Ну, скорее Блин, ай-яй-яй-яй. Но если копить, то тогда будет постоянно. Если мы написали 5%, и у нас их 10 штук, то все, 50% у нас отнялось. То есть нет такого, что мы там написали в курве. В курве написали, что там, первые 5 левелов столько, потом меньше, потом еще меньше дается. Именно для этого такой-то, для этого такой-то. А это мне не нравится. Надо как-то сделать... Надо как-то сделать так, что... В общем, разобраться как-то. Ну, ГПТ в помощь. И чат в помощь. Чат умный. Чат подскажет. Ну, обидно, что левел нельзя так поменять. Это же меня как настораживает. Это работает, не работает. Что-то какая-то фигня. А, я, кстати, хотел себя меньше сделать. Ладно, не буду это на стрим. Сейчас что-то сломаю. Синкинг еще до сих пор думает. Это мощная задача, мощная. Где ЛВЛ нельзя менять? Не, его можно менять в геймплей-эффектах. Ну да, геймплей-эффектах. Его можно менять, но ГПТ как-то сказал, что, мол, это работает, не работает. То есть может сработать, может не сработать, что-то подтянется, что-то не подтянется. Мол, принято все же удалять и новый просто создавать с левелом. А, кстати, ты же берешь левел текущий и просто увеличиваешь его на единицу. Так проблем-то нет. Ты же ищешь там все равно по тагам. То есть у тебя, если вылетает этот, ты ищешь свои вот эти геймплей-эффекты текущие. По тагам ты находишь и берешь их левел текущий. И выбиваешь человеку курву, инфу в курве, достаешь и убиваешь там. Так в принципе проблем-то и нет особо. Даже если мы создаем, мы все равно ее увеличим. То есть проблем-то особо и нет. 133. 130. А можно назад? Я нажал кнопочку, тут есть архивировать. В помойку отправить. Я думал, сейчас заново будем прописывать промпт. Так, давайте прочитаем, что он сделал. В спаун enemy добавил автопоиск точки спавна, если входная локейшн равна zero vector. Теперь компонент не спавнит сразу, а сначала валидирует и подбирает безопасную позицию через новый метод findSpawnLocation. Реализован findSpawnLocation с ограничением числа попыток spawn attempt, чтобы не уйти в бесконечный цикл. Поиск идет по вашему get random reachable point and radius с проверками дистанции до каждого игрока, минимум, максимум. Видимость на экране каждого игрока, корректности пути, коллизии точки, бла-бла-бла. Короче, там долго еще читать, я передумал. Погнали. Погнали. Начнем с хедера. Так как я ему доступ не давал, будем сейчас ручками все это переносить. Главное все правильно перенести. Это в паблике. New function, new property сюда.
Так, spawn min distance, max distance. А какой ты хитрый, ты не без расчетов. Вот тут очень интересно. Знаете почему? Я ему потом дам отдельно еще задачу. Пока ладно, пока пойдет с этим дело, но потом это не подойдет. Потому что есть идея, задумка такая, что сейчас область видимости сейчас зависит от дистанции нашей камеры. То есть она дальше, мы больше видим, она ближе, мы меньше видим. И есть у меня такая идея, что будут какие-то бафы-дебафы на вот этот vision. То есть общие, которые увеличивают обзор и которые уменьшают его. В играх как принято? Обычно какое-то черное пятно по бокам тебе рисуют и все. А я хочу как раз-таки поиграться именно с дистанцией вот этой. То есть если дебаф на vision, у тебя камера наоборот ближе становится. То есть бац, она подъехала, и ты видишь меньше. Ты видишь лучше, но меньше. Если ты увеличиваешь, бац, она отъезжает. И тем самым ты больше видишь. То есть вот этим вот поиграться. Если мы играемся с этим, то у нас и спавн как бы растет. Кстати, это на спавн очень сильно влияет. Точнее, мобы спавнятся дальше, и нам легче играть. То есть, соответственно, vision нам дальше надо будет. Это, кстати, надо будет учесть. Как с этим тоже поработать. То есть не сильно либо его отдалять. То есть небольшие такие делать там в 20%, чтобы нельзя было супер далеко отдалить. Карту видно было, вообще враги не спавнились. И если я хочу вот эту вот штуку дальше ближе, то вот эта фигня не работает. Потому что не работает. Хорошо. В Private он также добавляет... Вот тут он не выкупил код style. Еще он в тот Private его добавил. Так. Он не выкупил, что вот тут вот у меня без макросов идут. А вот тут с макросами он сюда добавил. Вот вам и искусственный интеллект. Так, find location and spawn. Вот сюда вот мы его добавим. Find spawn location. Хорошо. Закроем. Идем в плюсы. Вот это я понимаю метод. Бам. Так, дальше location из нее. Ну, я бы вообще убрал бы вот локейшн и не передавал бы его. Хотя это удобно заспавнить именно там, где надо, поэтому, может быть, и оставим, конечно, для тестов. Так, ну инклюды еще нужны. Еще у нас навигейшнки, сметы, но это пойдет сюда. Наверное, даже сюда его отправлю. Так, ну что, мы... Ну вот, начинается. Ну вот, ошибки пошли. Вот вам и этот. А ошибки знаете почему? Потому что я, может быть, Navigation не подключил. Так, ну давай посмотрим, что он хочет здесь. F количество adding not right, это overloaded function called... Collision query params. Include MB. Да, include, это классика, да, это include. Только я не знаю, какой он ключ он хочет. Я в таких случаях, вот, особенно когда мне впадло, сейчас мне впадло, я вот так вот сделаю.
войду в ГПТ. Ну, то, о чем я говорил, что они вот инклюды забывают добавлять. То есть, вот, как бы вайп-кодер сейчас бы еще раз запрос, хотя я тоже отправляю как бы запрос на инклюд, но потому что я не знаю, что, какой инклюд хочет. Был бы райдер, он бы подсказал, что за инкогнитили сам бы сделал. Ну, да, ну. Я, кстати, думал, райдер, послушай, вообще все в шоке были, но... Я же говорю, мне не очень нравится история с этим. Подожди. Add ignore actors. Где он это добавляет, во-первых? Вот. Collision param, add ignore actors. И он сюда хочет const этот player pounds. Player pounds. Хотя АПА наследуется от актора, тире не может неявно конвертироваться в тире АА. То есть сам тире не может конвертнуться, поняли, да? Попробуй бесплатную версию до релиза по лицензии обучения. Если захочешь выпустить, сбилдишь в студии. Что-то какое-то крысичество, нет? Мол, Райдер тема. это какое-то крысятничество получается. То есть ты на стриме такой используешь райдер, делаешь в райдере бесплатно все. Потом я выпускаюсь, идем в визуалку, запускаем визуалки, билд, все отлично. Вообще тема. Да не. Короче, По сути, да. ну, это какая-то... Мне не нравится эта история. Зачем? Но тут не инклюд, тут другая история. Тут он... в чем дело? Смотрите, у нас апаун здесь идет, а вот этот принимает акторов. Вот тут массив, если посмотреть, он принимает здесь акторов. А он не может его преобразовать именно сам массив. Проект, а что потом в голову пришло выпустить в Steam уже? Не, ну я же говорю, это крысичество какое-то. Не, зачем? Мне оно не горит. Я говорю, что оно же как бы... Ну, как бы да. А по поводу этого, вот разработчики райдера скажут такой классный. Давай, нормально все, окей, там. Мы с тобой договоримся. Ты нам ничего не должен будешь. Будешь нас пиарить, там, разрабатывайся, окей. Только скажи, что ты на райдере это делал. Я такой, да вообще, погнали. А потом попробуем, мне не понравится. Скажу, ребята, мне не нравится. Я обратно на визуалку. Так, все, шутки закончились. У нас все серьезно. Нам нужно, чтобы он принял Ну, вот что ли эту... надо? Не. Сейчас я все сделаю и покажу. Я просто думаю, где мне тире этот объявить. Ну, давай здесь тире. Тут код этот сейчас будем все перестраивать. Там конст, да? Const. Принимает конст, правильно? Конст, да. Смотрите, у нас есть вот этот player pounds, правильно? И что мы делаем? For const upon. Я буквы забыл, как писать. Const. Молодец. Player. И вот мы добавляем вот этого акторса сюда. То есть тут проблема в том, что не может апкаст сделать элементов массива.
То есть у нас массив сам тот на павнах содержится. Кстати, подожди. Ну да, location. Подожди, get actor location. А я не могу сразу его записать в акторы вот этого павна? Сразу в акторы. Просто если я его изменю не апавна, а актор, допустим, актор. Что у меня изменится? Так у меня ничего не изменится. Мне просто нафиг не нужен будет этот array. Ну вот. А вот тут сейчас прикол, да, какой-то get actor location, get control. Get controller. Па-па-па. Он рассчитывает, смотри, видим мы или не видим. Get controller. Get controller. Так, ладно. Ну, значит, вот этот актор сюда пойдет. Так, дальше. Подожди, а нельзя было сделать иначе? Подожди, что-то я затупил. А если мы вот так вот сделаем? Просто паун сюда передать. Ой, нахер. А чё мне это говоришь так можно? Вот. И все, и нам не надо целый этот массив сюда гонять. Вот. Все проще. Вот так вот можно сделать. Think about it. Collision params. Location false. А его можно раньше создать было и вообще здесь его использовать. Не гонять 2 раза. Ну вот, это аишный код, кстати. Вот, видите, править надо как. Ну ладно, дальше смотрим. Navigation System. Ошибка. Ошибка Navigation метод требует не const указатель, а Navigation Data. Че? Navdata. Что за проект? Vampire. Как там? Action Survival Diabloid. Или как-то так. VASD. Вот, он конст не хочет. Здесь он с констом перемудрил. Конст зачем-то добавил. А все остальное работает. Так, F7. Сейчас будем все это исправлять, править. Тут он написал. У тебя player pounds не указатель, а там же массив актеров указателей. Не, какие player pounds не указатель. Вот player pounds. Вот апаун. Тире апаун. P.M.P. Помп? Что за помп? Не, player pounds, тут он указатель Я сделал. вообще не понимаю. Ты не понял, подожди, давай еще раз. Ты не понял, почему оно не работало, а сейчас почему оно не работало, да? Зачем я создавал тот массив? Ну хотя бы вот я уже сделал как надо, и на самом деле я сейчас его сюда перенесу. Да. Смотри, у тебя есть массив павнов. Массив павнов. А вот этот метод actors, он принимает в себя массив акторов. Павн — это как бы актор, но он может сделать вот этот апкаст, превратить павн в актора, только если он один, а тут именно массив их. То есть он так не умеет, он не умеет весь массив взять и заапкастить. Поэтому для него это ошибка, он ожидает увидеть массив. Ты мне напомнил того челика, который пень оплепал пень в желании совмещать жанры. Все понял.
Спасибо. Все, понял, спасибо. Все, хорошо. Ну, желание, да. Желание совмещать жанры, да. Да посмотрим. Может там Vampire Survival улетучится, и обычный Диаблоид пойдет. Дело такое. А может и наоборот, Диаблоид пойдет, нафиг и останется этот. Ну, это сейчас хотелки, а завтра новый проект. Поэтому дело такое. Так. Поехали исправим. Смотрите, вот здесь вот он создает его туточки. Туточки он его создает. А мы его туточки перенесем. И за счет того, что мы его перенесли туточки, мы можем это сделать туточки. Нам вот этот цикл еще один не нужен. То-то же. То-то же. Понял. Так, дальше. Дальше, что он хочет тут дальше? Дальше я бы вот тут вот видел какую-то фигню. Да, вот эту вот я бы штуку бы перенес в этот сразу. Вот сюда. Я бы перенес его сразу сюда. Тут он постоянно контроллер получает. Тут можно сделать ту же самую фигню, чтобы он ее постоянно не получал из спавна. Чтобы спавн он постоянно его не получал. Он будет постоянно получать, блин. А можно ли как-то рассчитать? Можно рассчитать попроще. Можно взять... ну, это подогнать надо в начале, а потом это будет работать. То есть мы берем дистанцию, вот этот спрингарм, который у нас в камере. Мы же знаем, ну, размер его. И ну, базовый, который... И потом он уменьшается или увеличивается. И мы наш спавн вначале подгоняем, смотрим, где он там спавнится сбоку. Видно, не видно. А потом мы его либо увеличиваем на вот этот процент, который у нас добавился в спрингарме, или уменьшаем. По идее, это должно сработать, правильно? То есть, если мы его в 2 раза увеличили, у нас и обзор в 2 раза увеличился, и дистанцию надо в 2 раза увеличить. Просто это будет проще. Он спрингарм 1 раз запи... блин, может, надо постоянно его включать. Ну, как не постоянно. Но у каждого он свой. Там можно на делегаты все это закинуть. Там можно все это на делегаты закинуть. То есть не постоянно спрашивать, а просто-напросто менять его здесь. В каком-нибудь параметре. Он его заменяет и все. Ну, хз, будет лучше, хуже. Так, пас. Пас. Find pass to location chronology, бла-бла-бла. Да. Да. Shape, make box. Да, это он проверяет. Spawn location, return true. Угу. Так, эффектор это он туда возвращайте. Субкласс, enemy. Характер enemy класса. Зачем тебе enemy класс? А зачем он enemy класс в себя принимает? Вайп-кодинг. Херак, лишние данные полетели. А теперь представьте, вот, ну, я, наверное, уже сильно пристаю к этому. Но представьте, что вот чисто вот
вайп-кодеры, да, вот есть вот, которые чисто вот просто задачу написали, проверили, работает, дальше, написали, дальше, написали, дальше. Вот я сейчас написал вот эту вот штуку, да, вот, допустим, вообще даже не правил. Он бы сам это там вот так же исправил. Но пока вот это вот оставил. Может типа найти локацию и указать, кого спавнить. Но я-то спавню дальше самостоятельно здесь. Дело в том, что он-то нашел локацию, он передал локацию, записал ее сюда, а дальше спаун-то здесь у меня происходит. Ну так вот, вайп-кодинг, да, вот я сделал, все, у меня ошибки нет, у меня все работает. Я запустил игру, сейчас запустим, посмотрим, работает, нет, дальше. Но вот оно работает. И я пошел дальше. Но вот эту вот фигню, он-то создает копию TSAP-класс оффа, вот пошла копия. То есть всегда у нас, когда ищется спаун, вот эта локация, то есть у нас происходит спаун, у нас лишняя копия создается. Зачем-то? Зачем он ее создает? Что он хотел этим сказать? И мелочь, как бы, сколько там оно весить будет, но тем не менее. 8 байт? 8 байт лишних, каждый спаун. Гоняет процессор. Ну давай кодер уволим. Не, это фигня, я понимаю, 8, это ни о чем, это... Но сам факт того, что вот сам АИшка может такое делать. Вот этот, как его там, кодекс от ГИПТ, вот он может эту фигню сделать. А теперь представьте большой проект, где таких методов могут, точнее, не то, что могут, они там есть и десятки, сотни, тысячи вот таких вот, где лишнее что-то. И они вызываются все в рантайме постоянно. Это же жесть. Что нас ждет? Что нас ждет дальше? Уф. И тут еще многие вещи можно проверить, которые он как-то так делает, с того, что не надо. Я ж не все проверил, все, что он тут использует. Может, он какую-то фишку получает, или не использует ее потом. Например, вайп-кодер напишет. Вокруг-то будет. Напишет. Напишет. Ой, что удалил? Верни назад. Так, все. F7. Ну и вот это тоже он написал. Зачем лишняя вложенность? Если только буквами в консоли вайп-кодер напишет. Так, если здесь true... А, что сейчас? Если буквы в консоли... Да-да-да-да-да-да, только в консоли мы можем написать и все. Не, ну это какие-то, знаете, вот то, о чем я говорю, это как бы, ну, придраться, что ли. Но на самом деле, ну, это же глобальная ошибка, если подумать так. Ну, для производителя это не ошибка, то, что ничего не работает. Это ошибка с точки зрения производительности. 8 байт это херня, это вообще херня. Но это в одном методе, во втором методе, в третьем методе, в четвертом, в каком-нибудь, который на тик вызывается, еще на тик. У тебя там 10, 20, 30 этих акторов. У каждого тик работает, и он каждый вот этот метод запускает, а у тебя их там сотни, и все, это пипец. У тебя тупо из-за такой и у тебя там FPS там 10, 20, 30, все, Поэтому нету. они еще и не заменили кожаного в этой отрасли. Да. Мы еще пока рулим. Так, а я здесь все правильно написал? Если он около нуля, то что? То он ищет вот эту вот фигню. Find location. Если он тоже... Он нашел ее, то он вернет true, а разворот пойдет. А если false, он ничего не нашел. Разворот у нас как бы, да. Fail it to find valid spawn location. Подходит. Или все-таки не стоит так? Оно, конечно, так можно, да, но оно читаемость, мне кажется, херит. Все же не, наверное, вернем назад. Вернем назад. Так, больше читаемости.
более громоздкая, но более читаемая, что вот мы понимаем, что это, что это. Мне и так понятно, но все же ставим так, хорошо. Погнали тестить. Погнали тестикулить. Да, погнали. А, не, подожди, давай. И это надо тоже все. А можно тут как-то... Ну ладно, можно и так. А почему? А почему? А почему? Почему? А почему? Так, погнали. Значит, первый нашел. Все хорошо, все хорошо. Ага. Ага, одного пауна добавил, проверил, не пустое ли. Дальше player центр хорошо сделал, эффектор. Понеслась. Добавил этих, хорошо. Ага. Добавил. Что ты тут делаешь? Что это такое? Это у нас количество. Оно же тут записано, правильно? Да, 60. Написано. Наверное, 1500. Надо посмотреть, что такое 1500 вообще, сколько это. Так, random point. Хорошо, на location записали. Вот, кстати, можно... на location тут везде... везде меняется. Наверное, надо его сюда вынести, чтобы он постоянно не создавал в цикле это. Историю get random reachable point in radius. То есть он получил эту точку. Кстати, тоже можно вынести. Player pound. Для каждого пауна есть distance to player 2900. То есть он далеко. Uh, 2900 меньше 1500 Billy invalid for any players. Это если за пределы вылетел. Сильно близко, сильно далеко, хорошо. Контроллер, дальше он тут проверяет скрин. Скрин он проверил, то есть он за пределами скрина, хорошо. Нашего вижена. Пас. Он нашел пас. Рейп. Continue. Я, кажется, понял, почему. Потому что он спавнит его внутри. Он касается этого... пола, он в полу спавнится. Вот здесь он взял смещение, сделал на 30-ку его. Только это не смещение. Ему нужно вот этот локейшн, который получился, нужно поднять на 90 вверх. Вот такая вот история. Ладно, я закрою. Мы сейчас немножко тут покуролесим. Немножко покуролесим тут.
куролесим. Во-первых, мы вынесем вот этого товарища за пределы, чтобы он постоянно не создавал его. Вынесем это раз. Потом можно вынести этот пул, чтобы он был постоянно туда-сюда не драконил, правильно? А один раз его создал. Вот такую вот историю. Дальше. Дальше. Где вот этот локейшн, который он передает на локейшн? Он его и возвращает, да? Вот. Nav location. Здесь nav location. Вот здесь он его получает. Get random reachable in radius. Соответственно, здесь перед циклом этим мы должны вот это взять nav location. .location. Location плюс равно вектор. Вектор 0.0f 0.0f 90. Такую вот вещь мы должны сделать. А что делал бы вайп-кодер? Вот, допустим, чистокровный вайп-кодер. Вот он зашел, вот он, а не спам. Брейкпоинт, он не шарит, что такое брейкпоинт. И он не спавнится. И он такой, ну не спавнится. Ищ, почини. А что бы он делал на такой запрос? Так. Ой. Давайте вот это пропустим. Так, вот второй залетел. Так, ну давайте я сюда поставлю сразу. Ага. Ага. В этот раз нашел. Navigation Location. У него десяточка идет. Здесь уже соточка. Угу, то есть он выше. Уже выше. Уже выше, да. Location Distance. Он проверяет Distance. Все хорошо. Все окей. Collision Shape. Он создал этот shape. Continue. Enemy half extent. Так, enemy half extent. Чё за мразь он создает там? Под сотню как раз. Подожди. Еще и плюс 30 сверху. Или он 130 получает. Там шейп я твою душу любил. 130 вниз он получает. А нафига так много? То есть он буквально в этой локации отспавнивает вот этот шейп 130 вверх-вниз. То есть там такой куб получается огромный. А нафига он делает? Ну, зачем вот эти 30-ка там? Вот этой 30-ки там не должно быть. Он мне все херит. Подожди. Вот это мы уберем. А enemy half extent, что это такое? Почему здесь 100? 90. И давай тогда не 50, а сделаем 60. Чуть побольше или чуть поменьше. Ладно, давайте 50, потом будет видно. Ладно, сейчас, чтобы вспомнилось. Но 90 я бы сделал тогда даже не 90, я бы сделал, может быть, 80.
Да и чуть поменьше. В принципе, упадет, если что. Так, есть. Давай смотреть. Блин. Я еще одну фишку нашел. Он там и через ETC Pound, конечно, делает нам не то, что принципиально это, но у нас своя коллизия. И нам бы... А бы через нее проверять, через enemy. Так. А, ну да, мы же еще не дошли до туда. Так. Так, хорошо. Вот. Оп-оп. Спаун работает. То есть веб-кодинг, конечно, здорово, но он не совсем... ну, в общем, не совсем он шарит, что он делает. Бац, минус 2 сразу, видали? Вот такая вот история. То есть спаун готов. А вот сейчас не готов. Прикольно. А почему сейчас не готов? А сейчас готов. А на какой стадии ты ломаешься? Скорее всего, он не находит эту точку просто в течение их 60. Знаете, куда надо было засунуться? Надо было засунуться вот сюда. Вот, он просто не нашел в течение 60. 60 итераций он не нашел, я. Ну, это вообще беда. Это беда. Ну, есть... Ну, есть Юта решение. решил напихать мне рекламу сразу за все время твоего отсутствия. Ну, правильно, правильно. То там остановились-то центы бежать. Там уже 14, по-моему, долларов, что ли. С копеечкой. Надо возобновляться. Ладно, давайте сейчас быстренько я сделаю решение временное. По-хорошему там... Ну, видите, он то одного спавнит, то первый раз схватил, второй раз схватил, то есть никто не залетел сюда. Потом мы нажимаем play, первый раз залетел, второй раз залетел. Да ты издеваешься. Первый раз залетел. Все, второй раз не залетел, и вот наш enemy есть. Чтобы такого не было, мы можем, знаете, что сделать? Но это относительно время... Ну, не то, что относительно, не то, чтобы временное. Но сейчас вы видите, в чем смысл. У нас здесь вот он вылетает, что failed spawn. Мы можем сделать следующее. У нас world вообще записан здесь, нет? Нет. Get world. Get world. Get timer manager. Что делаю? Set timer. Таймер handle. Вот тут я, наверное, бы... Нет, тут так не получится через this. Тут надо через лямбду.
Так. Ага, раз. Какая разница? Просто можно их сюда, их передать. Ну, понятно, что там надо указать эти. Но сам факт того, что... Не, подожди, передать нельзя, это эти нужно указать. Немножко не то. Location и enemy class. Здесь передаем. Time. И false, то, что он не бесконечен. If week this is valid, week this, мы вызываем spawn enemy, передаем enemy class и location. Ну и таким образом мы, в принципе, можем и до 50 снизить, если он не нашел его, вот эту штуку до 50 снизить. Это пока закомментируем. Такая вот штука. Но это временная история, на самом деле. А в поток тут особо ничего и не бросишь. Дело в том, что все эти навигационные вещи, они в основном потоке должны быть. Плавно ты не бросишь. Да ничего не бросишь туда вообще. Чтобы было безопасно. С другой же стороны, если это на сервере, когда выполняется, вообще пофигу. Все задачи на серваке. Пользователя этого всего не будет. Сильная разгрузка. Так, ну... В смысле, for each loop, for loop. А как там loop? For each loop, for each loop is break. А как у нас? For loop. Вот это я хочу. 10 сразу шатаем. Оп. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. И все заспавнились. Видали? И этот заспавнился в конце. Видели? Видели? Пау. 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 Хорош. А, они еще висят. А когда он их удалит? А, понятно, никогда. Ну окей. Контроллер сразу 10, да, выдал. Сразу 10 бам. Видали, видали? Вот так вот. Хорошо, спаун есть. Но он, в принципе, застрянет, кстати. Он застрянет. И... Ну, чисто теоретически у него есть бесконечность. Он отправит спаун enemy, и он будет бесконечный. То есть он не нашел, он опять, он не нашел, он опять, он не нашел, он опять, он... Ну, то есть один там enemy какой-нибудь может застрять в вечность. Ну, что поделаешь. Пока так будет. Пока так.
Хорошо, спаун готов. С вот этим бы еще, конечно, тут зарефакторить немножко его. Мне кажется, тут есть еще какие-то приколы, типа такого, что вот он на локейшн создает бесконечно. Тут, ну, каждый цикл этот, каждую итерацию. Random direction, random distance. Random point. Pulse 4. Distance. Но это не вынесешь, потому что это у нас тут не всегда срабатывает. Он тут вылетает. Хотя screen position можно вынести. Сюда он не залетал. Screen position можно вынести. Вот так вот. Вот так вот. Пас есть, что там, что он... Можно, конечно, не конст сделать, чтобы он его переназначал. Но это... Ничего страшного. Shape. Ну, кстати, shape тоже можно вынести, чтобы он постоянно его не создавал. И тогда const мы убираем, и shape мы выносим. Да. Shape сюда выносим. Такая супер мелкая оптимизация, так сказать. Чтобы он просто-напросто туда-сюда постоянно не создавал, не удалял эти переменные. Ну, ладно. В общем, сделали. Давайте так вот у меня. Спаун. Спаун. Все, полетел красавчик наш. Все есть, все готово. Что ж, на этом, я думаю, на этой прекрасной чудесной ноте мы заканчиваем. Завтра планируется, все планируется, запускаемся и делаем то, чтобы нам вот эти бафы, дебафы какие-то попадались. То есть мы получаем уровень, нам убивается фигак на выбор там. По идее сейчас будет так, что первый это дебаф для нас. ББ. Что-то плохое. ББ. Подожди, еще, подожди. Команда для этого есть, пока. Бай. Дебаф, второй левел это пополам, то есть и дебаф, и баф. И третий левел мы получаем, это баф для нас. И заново, и вот так вот. И вот таким вот образом. По кругу вот это будем реализовывать. И там будет очень интересно. В общем, вот как-то так. Что ж, еще раз спасибо за донат человеку, который задонатил. Спасибо зрителям, что были, присутствовали, писали, активничали, помогали. И, в общем, как-то так. Всем спасибо. Всем пока. Всем пока, я домой.